Присаживайтесь. Откуда будут снимать? Оттуда? Отсюда снимать, да? А Это кто, фон. Здесь Федя, здесь вы. кто сказал? Ну, Федя хотите сказал? сюда? Да, я хочу чуть на этот посадить. Качнуть его чуть-чуть. Я всегда так делаю. Кто ведет, я говорю, ты где сидишь здесь? Я говорю, давай я сюда сядь. Сейчас он придет. Федя, это твое место? Да. Давай сюда. Ты сюда. Это называется промокашка. Я готов посадить. Ты знаешь, что такое промокашка? Нет. Ты не знаешь? Ты Не-не-не. не знаешь, что такое промокашка? Не, промокашка в смысле вот определение? Это прием. Нет. Когда тебя берут за ногу и за голову и ложат на лопатки. Это называется промокашка. Так что... То есть, типа, над тобой поиздевались? Нет, это типа тебя выиграли. Сядем, да? Давай. Слышно, да? А у тебя же еще здесь Ты два. живешь, если мы вас все-таки поменяем местами? У нас просто есть количество камер на гость. И надо минут 10 переставлять, если хочешь тут сидеть. Либо 10 10 либо минут? поменяться местами. Ну, если окей, давай переставим. А что вы так... Ну, предполагается, что гость слева сидит. Видимо, больше камер на... Подожди, позиции. типа, короче, на Феде больше камер, да? Наоборот. Тебя больше. Наоборот. на меня, Здесь да? больше. На меня одна. Сейчас больше на Феде будет. Да. Промокашка не прошла. Welcome to Small Talk. И очень еще приятно было, что ты анонсировал свой приход в мой подкаст у себя в сторис в Инстаграме, выложив фотографию с игровой футболкой Батистуты с чемпионата своего села. Правильно я понимаю? Да. Расскажи, пожалуйста, насколько для тебя это важно, потому что сейчас идет чемпионат мира, туда ты не полетел для начала, а поехал на свой чемпионат. Ну, не поехал, а правильно будет пошел, потому что стадион недалеко от моего дома, где я живу. Да, у нас такой ежегодный чемпионат села уже на протяжении более 30 лет, если не ошибаюсь. Просто я помню, когда еще был ребенком, там 7-8 лет, я проходил вместе с отцом. Тогда у нас не такое качественное, хорошее поле было, был такой стадион из грунта в школе. Пришкольный стадион такой. И там всегда проходил этот чемпионат села, улица на улицу. Тогда отец еще мой играл. И я вот всегда приходил вместе с отцом, держал воду, футболку, смену его и болел. И с тех пор этот чемпионат у нас в селе проходит. И не мог я его никак пропустить. Так что у нас он всегда проходит летом. И он попался такой вместе с чемпионатом мира. Короче, на весах. Да. Мы смотрели, были очень много матчей, даже когда одно время проходили там, когда Португалия играла, если не ошибаюсь, с Конго. Они играли первый матч играли. Первая игра с Конго, там 22:00. 22:00, да. И у нас тоже матч. Но у нас только закончился 22:00 матч. И вот сперва свой матч чемпионата, потом поехали, посмотрели Португалию. Такое, короче, футбольная такая неделя у нас была. То есть ты живешь, не в Махачкале, не в городе в самом, соответственно, а вот в этом селе, правильно? Да, в своем? Да. Больше времени провожу в селе. Какое место заняла твоя команда? К сожалению, мы с группы не вышли. То есть там серьезная публика? Не, там фамилии не спрашивают, там разницы нету, если даже... Я имею в виду, что по уровню игры получается, что если твоя команда даже не вышла из группы. Последние 2 года мы выиграли, 24-25 год мы выиграли, и вот оказалось, что они на нас очень сильно настроились. Трансферов не было с их стороны, чтобы усиливаться? Нет, ты не можешь трансфер делать. То есть только те, кто вот постоянно играют, только те, кто живут на этой улице, и должна быть прописка. И за каждого игрока там бывает, бойня? Как у нас говорят, качели жесткие. И за каждого игрока прям сильно рубятся. Там ты не можешь кого-то привести, или там все же друг друга знают, и каждого человека знают, игрока, спортсмена, кто где живет, на какой улице, и ты там
авторитет не работает. Получается, на чемпионате мира сейчас туда футболистов пускают с аккредитациями, а у вас прописку проверяют на входе. Не то чтобы проверять. Если мы же все же знаем, кто где на какой улице живет. Если где-то спор будет за кого-то, то, конечно, там, может быть, там, например, пацан может там вырос на одной улице, он уже, там, ему там 23 года, скажем, женился и переехал на другую улицу. И вот здесь уже у него такая некая дилемма, куда перейти, за какую улицу играть. Там, где он фактически живет, или там, где он провел 23 года. И вот здесь он уже должен выбирать. Ну, как правильно? Там, где вырос, как будто бы, да? Не, вот, например, команда выиграла чемпионат улица, там, где я вырос. Я за них болел, потому что, отец у меня играл. Когда я рос, я не мог играть, потому что я был еще маленьким. А сейчас я живу на другой улице, например. Мне надо играть за ту улицу, где я живу. Так более правильно и справедливее. А расскажи, пожалуйста, историю этой футболки как раз-таки. История с футболкой, это вот парень, у него, к сожалению, психологическая травма, он... типа расстройство ментальное какое-то? Да, неполноценный, к сожалению. Надеюсь, правильно выразился. Он вырос со мной, он мой дальний родственник, и он одноклассник еще. Мы вместе выросли в школе. И вся село знает, насколько он сильно любит футбол. И вся жизнь у него прошла вот Батистута, я Батистута, я как Батистута и так далее. Он такой нереальный фанат был его. Класс. И вот эту футболку я ее купил. Если ты знаешь, в Мадриде есть магазин официальный. Там игроки, этот магазин выкупает у игроков их настоящие футболки. Я ее там не за маленькую сумму купил. Я знал, что будет чемпионат, что он там будет присутствовать. И я ее купил, и вот на награждение мы ему как раз подарили эту футболку и как приз лучшему болельщику. Он вся жизнь у него прошла, вот, играя в футбол. И вот последние лет 10, может, чуть больше, у него чуть-чуть проблемы психологического плана. И вот обрадовали. Класс. Мне кажется, это очень здорово, что ты не забываешь, и что знаешь, насколько для него это важно, и важный игрок, и что он приносил ему эмоции на протяжении жизни. Мне кажется, что он это будет помнить и ценить. Мне через неделю, через 5 дней, разные ребята села скидывают, он ее не снимает. Он там ходит, он ее не снимает, одевает ее. Не, это классно. Я, кстати, помню Батистуту, я начал смотреть, у нас 2 года разница с тобой, я начал смотреть футбол, чемпионат Италии, мне нравился тогда серия А, тогда, я не знаю, помнишь ты или нет, на кассетах были лучшие голы серии А 97-98. Там, когда еще Джордж Веа в Милане, вот Батистута в Фиорентине. Я больше помню его где-то из чемпионата мира, вот 98-го. Да. Он там забил парочку. Да. И потом уже я его помню, как вот конец Фиорентины, когда он перешел в Рому, вот этот момент. И, конечно, и на PlayStation, конечно, мы все знали, что крутка 9, удар 9. Да. Батистута, он там... Закладывает, да? Да, стенку играешь и четырехугольник до конца выжимаешь. И он там ворота. Да. У тебя любовь к футболу с детства? Был ли у тебя вообще выбор или сомнения между борьбой, например, или футболом? Ты сам чем больше хотел заниматься? Как такого выбора не было, потому что не было инфраструктуры как таковой. Чтобы заниматься футболом в Дагестане, особенно в селе, там, где я вырос, просто маленькое поле, и там мы бегали. И у меня не было выбора. Но я если вот с детства и в данный момент для меня, конечно, футбол выше стоит, чем единоборство. Но я родился в семье там, где... в спортивной семье. У меня отец был тренером, у меня дядя уже в 92-м году уже был чемпион мира. В 96-м должен был отобраться на Олимпиаду по дзюдо. Потом, это уже когда мне 6-7 лет было. И... в процессе моего роста я находился в зале, на матах.
И как такого выбора не было. Но каждую свободную минуту я всегда вырывался на улицу и играл в футбол. И даже был такой период, когда мне было там 8, 9, 10 лет, 11 лет. Вообще на поселке, на районе, где я вырос, мяч был только у меня. И весь район приходили ко мне, вытаскивая мяч и так далее. Там, когда тебе 10 лет, и когда ребята, которым 14-15 лет, они тебя просят вытащить мяч, конечно, ты уже можешь там ставить свои условия. Ты попадешь в состав или нет. Когда мои ровесники не попадали, то я уже попадал в состав. И вот и отец тоже сильно любил футбол. И вообще в селе у нас такая, традиция и любовь такая к футболу такой на высоком уровне. У нас в селе сильно следят и сами играют тоже в футбол. А как называется село, если не секрет? Или ты не... Кизилюртовский район, село Кироваул. Сейчас ее переименовали Манапкала. Угу. А это сколько километров получается от Махачкалы час ехать. Час ехать. Час ехать. Не, я просто был только в Тарках, мне кажется. Там вот когда... Это Махачкала. Да, это... чуть выше просто. Да. У нас же, если такую можно предысторию рассказать, я думаю, будет интересно зрителям. Не только про спорт поговорим про историю тоже. В Дагестане вот приграничные села в 44-м, когда переселили войнахов в 44-м, приграничные села нас переселили в Чечню. Это был в 44-м, дедушки. И с маминой, и с папиной стороны, дедушка, бабушка. Им было там по 8, по 9 лет. Нас переселили в Веденский район. Мы 13 лет там жили, когда репрессировали войнахов. Они вернулись в наше село в 57-м, когда возвращалось обратно. Тогда уже правительство Дагестана выделило горным селам места на равнине, потому что в горах было тяжело работать. Там просто люди существовали, работали летом, чтобы выжить зимой. А зимой тебе там нечего делать, там снег, там по колено, и ты не можешь ни работать, там, ни выращивать, ничего не делать. И в 57-м нам выделили место. Не только нам, практически всем горным аулам выделили место на равнине, чтобы люди могли не только летом, но и зимой тоже, потому что меньше снега было на равнине. Это прикаспийская низменность. И вот в Кизилюртовском районе у нас нам дали место, это в 57 году. Половина села выбрала в Кизилюртовском районе место, туда переселиться, работа, дальше жить. А половина вернулась в горное село Сельди. И вот так у нас образовалось, у нас 2 села. Но у всех, кто живет на равнине, у всех есть дома в Сельди тоже. И вот у нас некая такая, знаешь, как когда говоришь село, там иногда мне звонят, я иногда в Сельди, например, я им показываю. Потом человек может позвонить, я в селе, там в другом доме. Он говорит, я не понял. Ты в каком-то селе, да? Вчера у тебя горы, а здесь равнина. И вот практически у всех есть и горные села, и мы называем как хутора или там равнинные села, да. И вот эта вся история с футболом и так далее, это все на равнинном селе, это в Кизилюртовском районе. А какое расстояние между селами? Села с Кизилюртовского района, села туда, в Цумадинский район, селение Сельди, ехать 3,5 часа. Потому что у нас практически приграничное село, это на границе с Грузией и с Чечней. Welcome to Small Talk. Всем привет, у меня для вас классные новости. Мы совместно с Хабибом Нурмагомедовым приняли решение провести конкурс и разыграть суперклассные призы. Подробности в закрепленном комментарии и приятного просмотра выпуска Small Talk. Предлагаю перейти, раз уж мы заговорили про Батистуту и чемпионат мира, с которого ты его хорошо помнишь, обсуждению актуального чемпионата мира. Как тебе вообще формат новый? Как тебе чемпионат мира? За кого болеешь, кого поддерживаешь? Новый формат, мне он не нравится. Может, потому что я привык к старому формату. Слишком много команд они называли. Не хочу сейчас называть там страны, не будем принижать, не будем. Да, там назовешь, там целая нация может обидеться, так что там... Проще всего Кабо-Верде или Кюрасау, их меньше всего. Не, по-любому. Скажешь Кабо-Верде, там тоже 500 000, там 500 тысяч, если не ошибаюсь. Да. 500 тысяч тоже. Там же парень играет из Краснодара. Он же гол забил со штрафного вот этот. Кевин Ленини.
стал лучшим игроком матча во втором туре. Но, к сожалению, я ни один Да, матч не он в смотрел. Краснодаре играет. Я с ним вместе вот был в прошлом Да? сезоне. Да. Кому забил? Хорошо, блин, кому он забил-то? Надеюсь, он Аргентине. Уругваю. Надеюсь, он Аргентине забьет. Да, вот 48 команд, это, конечно, много для меня. Я считаю, что это чемпионат мира, это должен быть такой, знаешь, как... По-любому, чемпионат мира по футболу, это самый высший, скажем, высший пилотаж спорта. Я считаю, что и там не должны играть команды с таким уровнем. Ну, это мое личное мнение. Ну, сейчас плей-офф, он такой интересный. Я думаю, что много интересных, сенсационных матчей будет. Потому что так смотришь, уровни тоже так чуть-чуть сравнялись. Сравнялись, да. Там, когда смотришь, там уже нету такой пропасти там между Бразилией и Японией. Вроде бы, казалось бы, да. Да не, ну Бразилия, Марокко, условно, первый матч, и Марокко вообще на равных играет. Да, на равных играет. И вот сейчас, Бразилия и Япония же будут играть. Да. Вроде бы так звучит, Бразилия и Япония. Для человека, который не знает футбол, он может так подумать, что там 10-0 должен быть. А по игре, я думаю, что японцы вполне могут пройти Бразилию. Я думаю, что бразильцам тяжело будет, 100%, да, потому что они хорошо, компактно играют, сбалансированно в обороне. Да. Очень тяжело будет, это мое мнение тоже. И вот примерно вот такого уровня команды они сравнялись. По-любому, когда говоришь о Панаме, Курасао или там Капо-Верде или там Конго, там, конечно, с хорошими командами, я думаю, что на уровне плей-офф там будет чувствоваться там разница. Скажем, Гана, она уже там опытная понятная, команда. да. Да, она понятная. А другие там, играет Аргентина с Капо-Верде. Да, ты плей-офф чемпионата мира. Это невозможно раньше представить. У нас говорят по-братски тормози. Да. Хорватия, Португалия, это уровень. Это уровень. К сожалению, Аргентина, Капо-Верде, хочется, чтобы Аргентина играла как минимум с такой командой, там, или с Колумбией, или с Мексикой, или там, я не знаю, там, с Австрией, скажем. Тоже понятная команда. Да, нет, 100%. Но на самом деле это то, о чем ты сказал, за счет такого большого количества команд, и еще за счет того, что много кто выходит с третьего места, вот у тебя получается, что в 1/16 у тебя половина матчей не очень интересных. Не очень. Для меня они интересны, если так возьмем для большого, так... для общего развития, грубо говоря. Для развития. Может, в их странах для развития это хорошо. Кстати, вот если смотреть там Капо-Верде, я думаю, что все 500 000 человек будут смотреть. Да. И то они играют против кого? Против Месси, против кого? Против действующих чемпионов мира. Это такой матч для целой нации. В этом плане есть плюсы. Я в общем, для меня, как old school болельщика, я бы так не делал. Для FIFA, чтобы зарабатывать деньги, да. Там огромные деньги, они реально за эти 4 года проделали огромную работу. Сделали, чтобы 48 команд участвовали, сделали это в Америке, а в Америке, ты сам знаешь, они шоу устраивать умеют. Стадионы вот эти здоровые, все же заполнены, правда. Да, это приятно смотреть. Есть плюсы тоже, есть минусы, но я бы хотел, чтобы был старый формат. Я с тобой согласен, потому что как будто бы ценность и важность того, о чем ты говорил, да, что чемпионат мира по футболу это как бы... это пик. Да, высший пилотаж. Получается, ценность этого как будто бы падает немножко за счет того, что размывание команд, опять же, в плей-офф попадают, не знаю, Кабо-Верде без негатива, но команда, которая ни разу в жизни до этого не была на чемпионате мира, оказалась в плей-офф. Кстати, они еще не проиграли. Да. Кстати, они еще не проиграли. 3 ничьи же. 3 ничьи, да. Не, молодцы, никто ничего не говорит, но я с тобой полностью согласен, потому что раньше... Мне кажется, что от этого даже важность отборочного турнира падает, потому что ты понимаешь, что у тебя большее количество команд попадает, вроде как у тебя, там, не знаю, если вспомнить раньше чемпионат Латинской Америки, например, когда они играли между собой, там заруба была такая, потому что было, не знаю, там 3 путевки или 4, у тебя там Чили, там сумасшедшее, Перу конкурентное. А сейчас сколько вышли у них? 4 же выходило, а сейчас у них 6, да? 6, да. Раньше 4. Да, раньше 4 было. Да. Вот у тебя 2 сильных команды раньше не попадало, поэтому у них между собой была эти 2 года заруба. Не, по-любому, пусть тоже не но это же тоже, пусть играет, пусть развивает футбол, чтобы попадать. В этом и есть весь смак того, что это чемпионат мира. Они же не на Пан-Америку едут. Да. Это такой... Что турнир для всех, каждый может попасть. Да. Это так и получилось. А где гарантия того, что в следующем году, в следующем чемпионате мира не будут еще больше команд?
Нету гарантии. Я Да, думаю, что да, если да. FIFA поймет, что на это можно Да, 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 зарабатывать, да. они Они каждые будут- 4 года да, будут да. увеличивать. Потом просто будет чемпионат мира. Все страны будут Все участвовать. 200 стран будут участвовать, и как такого Год интереса будут не играть. будет. Да. Не, может, они сделают поменьше дней отдыха. И ну, все могут сделать. И это надо же учитывать то, что игроки с больших команд, у них же тяжелый Нагрузка сезон. больше, ну да. Сезон же тяжелый. И там тоже увеличили матчи. Тоже не забываем. Да. Лиги чемпионов увеличили матчи. И в своем чемпионате, Да. там кубки там всякие. Они реально, ну, футболистов, когда вот так смотришь, Так- как мне даже понравилось то, что... Но он смотрит со своей точки зрения, как Жозе Мауриньо сказал. Я надеюсь, они очень скоро проиграют и поедут на vacation. Да? Да. Люди могут это по-разному понять. Это он имеет в виду, поедут на vacation, потому что он знает, что они весь год не отдыхали. Ему нужно, чтобы эти 25 человек приехали к нему отдохнувшие, чуть-чуть разгруженные, и чтобы они чуть-чуть соскучились по мячу, по футболу. А тут они начали в августе. Да. Прикинь? У них же с августа без остановки идут Да. матчи, тренировки, перелеты, Да. стресс, давление, это все. И получается, у Реала же там в основном составе много же на чемпионате мира. Да, да. Вот за Испанию не поехали. А смотришь, сейчас уже июль, а в августе чемпионат начнется. Да, а да. ему надо на долгий Стоп. сезон готовить команду. Ты правильно говоришь, на самом деле в этом же сложность привести залог успешной команды, когда ты играешь такое количество турниров и игр, какие бы у тебя звезды не были, чтобы у тебя плюс-минус все были в одной физической кондиции. К общему знаменателю, если ты Да. приводишь команду, ты потом можешь на всех рассчитывать. А когда у тебя там месяц тренируются одни, например, не основные игроки, и эти ребята сыграли там, не знаю, до полуфинала, там, до финала чемпионата мира, приехали, им нужно дать отдохнуть, соответственно, они начнут тренироваться, когда уже сезон начнется, ты им Это уже... только атлеты поймут. Ты им уже нагрузку давать такую, Да, которую на не сборах можешь. давать не можешь, потому что там игры, как бы, и все. И вот у тебя замкнутый круг. Получается, что в какой они кондиции будут, непонятно. То есть, если они Да. после Нового года выйдут на свой пик формы, уже неплохо. Да. Это эмоциональное, это называется в спорте эмоциональное распыление. Ты не можешь быть весь год в тонусе. Где-то тебе надо чуть отдохнуть. Это особенно, когда командная игра. Если даже из 11 человек, если трое будут выпадать... Уже тяжело. Уже тяжело. Да. Они просто туда будут грузить. Да. Нет, в современном футболе, если раньше, знаешь, как говорили, что если там один выпал, ничего страшного, Да-да-да. там два, ну, еще как-то, там типа 3 критично, то сейчас даже один выпадает, и уже тяжело. Уже все. Да, уже вот всё, да. с современными требованиями. Поэтому, когда, знаешь, начали первые матчи в группе, и вот аутсайдеры там набирают очки с фаворитами, да, например, там, типа, Португалия как раз-таки у Конго не выиграла. Ну, и вот какие-то такие матчи. Бельгия там у кого-то не выиграла тоже. Ну, и мне все говорят, вот, как это так, что это чемпионат мира? Я говорю, ребята, послушайте, в этих сборных ведущие игроки, они отыграли весь сезон, Они от звонка выжаты. до звонка. Выжаты. Им нужно дать отдохнуть. Вот они приезжают в сборную, я как тренер, я их вообще не трогаю. Просто, чтобы они чуть-чуть отдохнули, потом, не знаю, получили удовольствие, как бы собрались с мыслями, что они на чемпионат мира приехали, переключились. А условная Конго, они собрались там, типа, на 2 недели раньше и тупо бегали, физически готовились конкретно. Ну, то есть, типа, на примере сборной России перед чемпионатом мира. У нас же так же, мы собрались раньше, чем ведущие сборные. И вот у нас прям была акцентирована нагрузка вот физическая на кондиции, там, на развитие. Ну и все. И, конечно, при прочих равных мы их перебегаем. Даже если у нас мастерства меньше, но мы физически лучше готовы. И вот ты вспомнил Конго, а ты знаешь, у них же была эта вспышка вируса какого-то, по-моему, Эбола. И Да, они была поехали, Эбола, на да. чемпионат мира, их всю команду забрали сперва на карантин на 2 недели. В Бельгии они прошли. Мгм. Они в Бельгии сидели на карантине и оттуда полетели на чемпионат мира. Красавцы. И вчера выиграли. И сыграли с португальцами, Да. с фаворитами чемпионатов, ничего. И в плей-офф вышли. И еще вышли в плей-офф. Они там тоже зарубятся. Англия вообще Ну да. выжатая команда на чемпионате. Англия меня вообще не Самая, впечатляет. для меня самая уставшая команда на чемпионате мира — это Англия. Согласен. Вчера смотрел их с Да. Панамой, вот, ну, мы обсуждали перед Да, они эфиром. Ни уставшие. одного момента за первый Да, тайм. очень уставшая. Самый дорогой атакующий состав. Ну, видишь, весь сезон у них, они такие, эмоционально у них видно, что они пустые. Как ты думаешь, может быть... Могут собраться тоже. Могут собраться. Могут. Могут Вот собраться. Саутгейта ругали, например, за то, что англичане имеют такой состав и такой потенциал атакующий и играют в какую-то незрачную игру. При этом, ну, по результату они доходили там и до финала чемпионата Европы 2 раза. Нет.
Один раз. Потом, соответственно, там полуфинал чемпионата мира, еще раз полуфинал чемпионата мира. Ну, то есть до высоких стадий доходили. Играли невзрачный футбол. Финал Евро. Финал Евро, ну, по пенальти два они раза? проиграли. Смотри, они проиграли по пенальти, а потом Ну, следующий они с кем играли? Испания с кем в финале играла? с французами. Точно? А, не, подожди, в полуфинале Францию они обыграли же 2-1. Ямаль забил еще В финале с сумасшедший кем играли? с Англией, ты прав. Два финала. Два финала Два подряд. финала, полуфинал чемпионата мира, да. Так что не ошибайся. Да. Я и говорю, что, может быть, могут. Саутгейт был прав, что, да, у меня там игроки, например, сейчас на пределе своих возможностей, мы лучше сыграем от обороны, сзади надежно, и какой-нибудь один момент свой реализуем, и все равно добьемся результата и пройдем дальше. Нет, Может... там же надо учитывать, что нация это футбольная. Ты Да. не можешь играть от обороны. Ты же понял? Да. Но сейчас они играют точно так же, если честно. Ну вот смотри, в Дагестане, вот скажем, мое окружение, наши залы и так далее, мы не можем от обороны драться. У нас просто ситуация вынуждает, что, вот, например, я чуть параллели приведу с футболом и с боями, да, с единоборствами. Вот подерется какой-нибудь боец из нашей команды чуть-чуть на равных с кем-то, это будет вау. Выиграет, на равных подерется и выиграет. И все, и того возносят. Там, потому что есть очень сильная давка на команду и на ребят, потому что они привыкли, что вот наша команда всегда доминирует, выигрывает, разносит. И вот где-то кто-то чуть-чуть отпор даст и там скажут вау. Там то же самое, я уверен, у англичан. Давление большое, да? Очень большое давление, средства массовой информации, как-никак практически все с Лондона, с Англии. Да. Даже за весь мир, который пишут, это англичане. Они контролируют, как в основном. Они формируют новостную повестку. Да. И они очень сильно критикуют своих игроков. Там, кто-то там ошибется или пенальти не забьет. И вся нация же смотрит футбол. И там, например, скажем, отдельные фанаты Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Челси, Манчестер Сити там и так далее. Все отдельно. А когда чемпионат Европы или мира, они все объединяются и прямо вот сфокусированы на игре. Короче, вся страна, грубо говоря. Да. И кто-то ошибается, и на них очень большая давка. И еще к этому, ко всем чемпионатам мира и Европы, они подходят выжатые. Потому что не бывает простого. Посмотри, какой сезон был в Англии. Да. Эти все игроки за Сити, за Арсенал, которые рубили за первое место, они все там. Но они все выжаты. Но никому не интересно, через что эти игроки проходят. Все забывают, какой был сезон, и нужно вот здесь и сейчас, будь добр, показывай свой уровень. Если смотреть, неплохо. Англия на последних чемпионатах мира, Европы, они так неплохо играют. Они близко рядом. И в этом году они могут тоже стрельнуть. Вроде бы такая сетка до полуфинала неплохая. Могут. Но все-таки я вижу, что они очень сильно уставшие. Ну вот я говорю, тоже получается, что для фаворитов такие матчи тоже хорошее подспорье, еще как бы набрать тонус, разыграться. Да. Некоторые, например, вот Португалия в ничью сыграла, это неплохо с Конго. Они разогрелись, побегали, травм нету, почувствовали друг друга. То есть идет подготовка к неким большим матчам. Это же всегда так будет. Посмотри, конечно, Аргентина как начала просто чемпионат мира. Да. И прошлый они, по-моему, тоже 9 очков набрали. Они проиграли саудитам. Это в 18-м году, мне кажется, было, нет? Уэрс Месси, это же в Катаре был. А, точно, еще забил этот капитан Аль-Хиляля же, в девятку. Да, точно. В 18-м их отправил Франция 4-3. 2 гола, когда всех прошел. И Павар, когда забил лучший гол чемпионата. Так, когда Мбаппе всех перебежал. Они их выкинули 4-3. Да. В 14-м немцы их выкинули. Да. В финале. Так что... Гёце забил в дополнительном. В прошлом году, прошлый чемпионат, точнее, они очень медленно начали, а потом уже, они проиграли Саудом, потом, по-моему, поляков обыграли в группе. Они дальше уже потихоньку прошли. И еле как прошли голландцев, случайно, кстати. Я бы не сказал, что случайно. Сколько они в 2 мяча вели. Не хуже. Нет, мне кажется, они играли чуть лучше. Голландцы вообще с 10-го года ни один матч не проиграли. В конце голландцы включились. Ты знаешь? И вот этот штрафной, который они разыграли. На чемпионате мира они еще не проигрывали 16 лет. В основное время ты имеешь в виду? Да. Испанцам проиграли, и все. У меня 2 любимые команды. Году. Аргентина и Голландия с детства. Мои 2 любимые команды попали сразу. Голландия, Марокко. Ты за Марокко болеешь, да? За голландцев да. За Марокко в этом году. Ты, кстати, собираешься на чемпионат мира же лететь, скорее всего, или не? Пока не решил. Я думаю, на полуфиналы.
в Даллас и в Шарлотт. Мгм. Там вот и финал. И вот думаю, вот на эти 3 матча полететь, но опять-таки не решил. Не знаю почему, что-то вот как на Лиге Чемпионов меня не прет туда. Не знаю почему. Мы получили визу с супругой, тоже планировали поехать, и вот я решил в итоге не ехать, не знаю почему. Я посмотрел, логистика, не знаю, что там жалуются на организацию, хотя смотришь по картинке, вроде стадионы все полные. Ну, судья есть, боковые судьи есть, команда есть. Да. Больше ничего не надо. Тебе зачем это? Да, Или да. ты за этим отдыхать едешь? Нет, я хотел посмотреть, но я говорю, то получается, чтобы интересные матчи застать, нужно много летать там постоянно, и вот это не хочется. И мы в итоге решили в сентябре на US Open. В сентябре? Да, на там US Open. теннис, да, на теннис поеду. Тем Нью-Йорк? более, да, тем более ребята будут, наши играть. Ты познакомился с Андрюхой. Зверев тоже. Футбол больше не зовем его? Андрюха. Не. Его точно не зовем. Не, он пусть приедет посмотреть, Да, а да. так там чай попьет, кофе Да. попьет, за нас пусть поболеет. Там, ты же помнишь. Я сам первый раз так, увидел его, да, если да. честно. Но я с ним... Уберите его, кто его Да. сюда выпустил. Я еще смотрю, он так, ускорение у него хорошее было. Я вот- Чуть не упал, помнишь, он Да, разогнался? Не, я потом смотрю на его обувь, у него вообще, он на лыжах вышел. Я сразу понял, не профик. Он первый раз играл Потом, в когда он футбол. остановил, как дерево мяч, я думаю, кто его сюда запустил. А я же еще не узнал же его. Да, ты не узнал. Мага не предупредил. Оказывается, он еще замену сделал, Да, не сказав мне. трансфер вначале сделал, да? Провернул за твоей Не, спиной, еще и он замену убрал сделал. моего игрока, там у меня был там бегающий, по-моему, Муталибов или Мамедов, там у меня один бегал справа. Я Да. смотрю, я по привычке думаю, сейчас Мага примет мяч, а я смотрю, бегает волосатый. Это кто вообще? Да. Он мне еще говорит, сейчас, меня успокаивает. Мага? Не, Андрюха. Да. Он увидел Типа мою... сейчас нормально все Он будет. говорит, типа, в следующий раз примет мяч. Как будто от него мяч отскочил от стенки. Да. Я не ожидал, на самом деле, потому что я говорю, а ты вообще, типа, в футбол играл? Он такой, нет, но я понимаю, говорит, что я там, типа, теннисным мячиком жонглировал. И, на самом деле, я потом с ним разговаривал, он, представляешь, он даже... По-моему, первый раз в жизни он играл. Да, он говорит, я не понимал пространство. Он говорит, то есть я, вижу поле большое, понимаю, что можно там долго бежать, больше, чем корт. Он говорит, но я сбегал 2 раза, он говорит, я даже не представлял, что это так тяжело. Да, он то есть, 2 или 3 ускорения помнишь, сделал, он он так вот приехал. стоит. При том, что у них рваный ритм, и, в принципе, Да. сложный Не, спорт. мне кажется, он и нервничал тоже. Он понервничал. Я Да. помню, когда он не принял мяч и на меня посмотрел. Я думаю, что он, по-моему, Ты лицо ему показывал почитал. уже? Не, я ему говорю, он мне говорит, сейчас, он меня хочет успокоить. Да вот так? что сейчас? Я говорю, иди отсюда. Это было очень... А ты потом, кстати, ходил же, там же Дубай, турнир же был потом, На 23 февраля. полуфинал, Ты по-моему. ходил, да, я помню, Да. видел. Да. Как тебе теннис вживую? Ты первый раз был на... Первый раз был. И Первый как? раз был вживую. Очень понравился. И у них такой матч тоже был. По-моему, он играл с голландцем. Да, он проиграл этому. Очень... Гриксу, Они да. прямо вот наравне шли. Да. Они вот- Там еще этот Гриксур заднюю дернул, по-моему, и он ему все равно проиграл. Я говорю, только ты мог умудриться. Не, у них реально там прям близкий матч был. Понравился, очень понравился матч. Такой, не сказать, что самый высокий уровень, но вот они очень близки, они оба эти... Ну, хорошая игра была. У него лучше, чем футбол, получается. Нет, теннис он Тебе лучше. надо сходить на какой-нибудь из этих гранд-слэмов. Вот я щ- на Уимблдон, я вот думаю, 12 тоже финал. Да. Хочешь У меня, залететь? да, у меня приглашение от Уимблдон, я думаю, это супер. Я вот был на Ролан-Гарросе сейчас первый раз, Насера. мне очень понравилось. Насера Халяйфа, у меня приглашение стоит. Мне вот даже вот вчера написали, пожалуйста, ответьте, нужно там... Сходи обязательно, если есть возможность, сходи, мне Я кажется, просто вот тебе очень думаю, понравится. Как опять перелет вот этот. Что-то последнее время мне перелет... Тяжело дается? Я устал просто. Я вот все лето просидел в селе. Мгм. Мне понравилось. Оказывается, можно спокойно жить. Вот я точно так же, я месяц Я сейчас понял, полетал. что можно не летать. Я месяц полетал и тоже по дочке соскучился. Дома не бываешь, все время какие-то перелеты. 2 дня там, туда летишь, 2 дня там, туда Да, летишь. дома хорошо. Да. Аккуратно прошел, потренировался, пришел, побегал в футбол, пришел, свои дела сделал там. В основном онлайн встречи сделал и чуть-чуть разгрузился эти 2 месяца. И вот сейчас, когда перелеты говорят, я вот прямо вот
не хочу никуда летать. Но приходится. Ну, подожди, ну, с братом же на бой, получается, ты же полетишь в надо любом лететь, случае. Конечно. Это за сколько полетите? Усмана, он уже там, Да. в Америке. У него там 30-го, да? там же у меня трое дерутся. Не один, а трое дерутся. Да. В один вечер. И 31 июля в Нью-Йорке будет, в Бронксе. Ты полетишь туда за сколько? Да, вот сейчас... Ну, тебе, кстати, можно на финал чемпионата мира, он в Нью-Йорке же будет, да, насколько я понимаю, 19-го. 19, да. И вот 10 дней, ну, нормально. Посмотрим. Пока не решил. Пока не решил. Но билеты на финал есть, чемпионат мира. Не, у меня на весь турнир есть билет. У меня же, я же это... Ты забыл? Нет, я все знаю. Ну, просто расскажи, как бы... Не, ну как я у Роналду билеты получил. У Роналду я не знаю. Бразильского. Ты не смотрел? У Зубастика? Да. Нет. Как я выбил. Чисто по-махачкалински. Да, по-братски. Ты же помнишь, как билеты мы выбивали на Анжей? Да. Это же у меня еще с детства. Я сейчас расскажу. Я сейчас расскажу, как это было в Анжи, когда Гус тренером был. Да. Он, давали нам на домашние матчи там по 2 билета, соответственно, еще на «Динамо», на стадионе на старом. Это 12-й год. И получается, там Арсен Алиевич, тренер, помощник был, Расим. Это не Арсен, который бывший игрок Арсен. Бывший игрок, да. Центральный защитник. Да. Вот, он, соответственно, помощник, Расим. Арсен Акаев. Арсен Акаев, все правильно, Арсен Алиевич Акаев. Расим Тагирбеков, Али Гаджибеков, Камиль Агаларов. Но это уже игроки. Игроки. Вот Это они игроки. все, за эти 2 билета Гуса... Да. Там был челлендж за день до матча. Гус клал, 2 билета, и они должны были бить, там, с 30 метров. Кто забьет, тот забирал билеты. И чё? Там этот Расим бедный, он половину стадиона эти сидушки поломал. У него удар сильный, дури полно, в ворота не попадает. Но они там бились за эти 2 билета, но это было очень прикольно. Я когда бился за билеты на стадионе «Динамо» в Махачкале, это 99-й, 2000-й, 2001-й, когда я пробивался, вот тогда Арсен Акаев был центральный защитник. Да. Он такой, как народный защитник такой, он хороший защитник. Я не знаю, может, он посмотрит этот Арсен Алиевич, привет. Он Да, классный так очень что- дядька. Прямо Алиевич, что он такой старый, что ли? Ну, мы его называли по отчеству тренер все равно. Сколько ему? Под 50, наверное, уже. Думаю, сейчас да. Если мне под 40, Ну, я ему думаю, точно под 50, да, сейчас да. Арсен Акаев такой народный защитник был. Впереди Будун, Сирхаев, Арсен, Камиля, Брат старший. брат старший, Агаларов Да. справа. Кстати, Руслан. Да, Руслан Агаларов, кстати, сын сейчас играет. А на чемпионат мира я билеты выбил. Там выступал тогда Дель Пьеро, Мальдини, они на стейдже были. И нас посадили VIP-гостей. И я с Роналду оказался. А это в Дубае было? Это в Дубае, 30-го. Все, я понял, что это было. Да. Я с Роналду сел, я думаю, с героем моего детства сижу, пообщались. И Инфантино как раз вышел и про свой, будущий чемпионат мира, про этот чемпионат мира рассказывал, что они продвигали. И он Роналду позвал. Но мы же не знаем, для чего. На стейдже он говорит, вот сейчас ты выбьешь этот мяч, кто поймает, я ему 2 билета дам. А он такой... Я такой выбит, это как... Я в детстве же как говорится, техника осталась с детства, выбивать билет. Роналду, я смотрю, он на меня смотрит, так поймал взгляд, я говорю, отдай мяч. Он такой раз, я ему еще раз. Он такой, хочет, я говорю, не, я говорю, сюда. Да он говорит, мне надо Хабибу отдать, а то меня не оставит. Он мне мяч покатил, я взял. Я еще в Инстаграм выкладывал. Я еще этому Инфантино говорю, хорошо, я выиграл 2 билета, там 100 тысяч билетов, может быть. В финале 100 тысяч. Да, я знаю. Я еще вышел, я говорю, подожди, билеты какого? Это у нас... Я говорю, это же VIP-билеты? Уточнил. Да. Это же надо, чтобы... Конечно, чтобы заранее сказали, за слово дернуть. Да. Теперь он говорит, конечно, для тебя VIP-билеты. Короче, 2 билета VIP у меня есть на все матчи. На финале я его встретил. Нет, не на финале. В Мюнхене был Пари Сен-Жермен, играл с Бавария, полуфинал. Я его там встретил. Я говорю,
Мои Билеты где, да? билеты где, я говорю. Я сейчас выйду в social media, я говорю, я скажу, что Инфантино слово напишет. Ну, не делай этого, мне говорит. Не делай этого. У тебя билеты будут. И там он дал ассистента, он говорит, запишу. Я говорю, я уже все знаю. Я говорю, на, возьми, вот это моя почта, вот это номер. Сюда пришли, Что да? билет? Он говорит, на следующей неделе. Я говорю, ну, сам смотри. Так что билет есть. Все прислал, да? Желания сейчас не хватает. Так ты можешь еще заработать на этих билетах, нет? Ну, посмотрим, если... Не. Ну почему? Продать. Щас- Они на имя же. Они именные. То есть только ты по документам можешь зайти, да? Хабиб +1, да. Это именные. Ну, +1 Я можно не- реализовать. Да, я ей уже обещал там. Он знает. Она говорит, ты не в теме, но там есть человек, кому уже обещал. Там один сразу уже на хвост сел. Как только я ее закинул, он мне резко пишет, кто не просил? Я говорю, нет. Все, я в теме. Я говорю, хорошо. И после этого сколько мне пишут, брат, второй билет кому? Сейчас Усман мне оттуда пишет, брат, что там билеты? А он может сходить, по идее? Конечно, может. У него там от стадиона, у него тренировочный кемп там полчаса. А, Там, где они тренируются. ты что говоришь, нет? Обои, думай. Брат, ну, кто успел, тот и сел. Он не успел. Я думаю, он сходит. Сходит? на чемпионат. Кто Усман сходит? Он тоже из той гвардии. Да? Из 99-х. Я понял. Мы упомянули с тобой Анжи. Хотел еще спросить тебя про твое впечатление собственное вот по поводу того Анжи, которое гремело, где тоже мировые звезды играли. Робби, Карлос и Самуэль, то и Виллиан. Вообще для... Бусуфа. Бус, Диара. Ахмед Адилов. Да, Адил Ахмедов. Адиль Ахмедов. Да. Он сейчас в Федерации, кстати, футбола Узбекистана на чемпионате мира тоже. Он потом в Краснодаре же был, мы еще вместе там были. Тогда хороший Федя Смол. Да, Гус Хидинг был. Да нет, классное время было вообще. Я Роберто просто Карлос. вспоминаю. Юра Жирков. Ну, мое мнение, я считаю, что это еще дополнительный такой импульс дал. Не то чтобы для развития футбола, для развития нужна инфраструктура. Ну, любовь к футболу добавилась. Интерес, внимание увеличилось. Но плохо, что не было футбольных стадионов. Угу. Вот что нужно, чтобы поколение, которое новое растет, чтобы они улучшались? Вот что нужно? Первое. Футбольное поле. Ну, ты между спортсменов, детей, конечно. Конечно. Да, конечно. Это для нас, как для атлетов, да, вот нам что нужно? Маты на стене, чтобы я боролся возле сетки, на полу, спарринг-партнер, груша, там побегать, покачаться. Самое главное, этот вид спорта у нас недорогой. Нужны маты, там, купил ребенку там футболки, шорты, все, занимайся. Есть тренер, есть спарринг-партнер, есть развитие. А для футбола что нужно? В первую очередь нужны поля. Да, это конечно. есть инфраструктура. Нужны поля, нужны тренера. После этого найдутся игроки, любители, кто отправит своих детей, там, родственников, близких, односельчан там, и так далее. Кто отправит туда, всегда найдутся. Нужно поле. Потом нужен тренер. Когда у тебя есть тренер и поле, все. После этого нужна конкуренция. Угу. Но я тебе рассказываю Да. в своем видении относительно футбола. Не, Может быть, ты правильно лучше знаешь. Не, ты правильно Смотри, говоришь. нужно поле, тренер, потом нужна конкуренция, нужны соревнования. А вот после вот этих соревнований там должна быть селекция. Вот что люди должны приходить, смотреть на игроков. Этот хороший, этот плохой. Вот хорошего мы будем брать. После того, как ребенок выступил и соревнуется, и его видят, и его повышают, берут в лучшие команды. Вот здесь есть развитие. А для этого нужна инфраструктура. Как минимум поля строить. Да, там потратили там сколько там? Около 1 миллиарда за столько лет, да? Ну, Я считаю, что можно было там в каждом районе, в каждом селе там построить там по одному боксу, и было бы развитие, да? А так приехал, на самом деле, приехал Федя, забрали деньги, уехали. И что? Ну, не, вам хорошо. Подожди, Ничего согласись. против не имею. Согласись, что Там молодые внутри ребята... там ничего не осталось. Когда этот проект ушел, что осталось? Остался стадион в Каспийске, да. один стадион. И там поля рядом есть вроде. Ну, это Там академия была, но Да, сейчас, да. по-моему... Но это одно. Ну, хорошо, рядом, которые будут, туда будут приходить. Да. Я имею в виду в целом для республики, для развития нужно было... Ну, наследия не было, да, как Да, в такового. районах, в селах. Ну, опять-таки, мы можем это говорить, там, мечтать, но я считаю, что это не было таким
не было бы сильно таких больших расходов. Это можно было делать. Я с тобой согласен, тем более... Сейчас тоже можно. Искусственное поле, на самом деле, относительно нормального поколения, которое будет, использоваться всеми возрастами для детей, оно стоит, вообще относительно небольших денег. Ну вот смотри, вот я построил поле возле моего дома. Да. Она так рядом. Взял тренера. И вот сейчас 3 месяца там каждый день идут тренировки. Даже близких, из моего близкого окружения, их дети туда ходят, их там человек 15-20. И знаешь, сколько запросов? Можно мой ребенок придет? Я говорю, там места нету, там один тренер. Он не может следить там, если... Я-то могу туда загнать эти 60 человек. Да, смысл в чем? Смысла нету. Но имеется в виду, я просто маленький пример рассказываю. Насколько любят, футбол у нас в Дагестане. Но нету инфраструктуры, нету такой, знаешь, как... выстроенной системы, грубо говоря, нету, подготовки. Я расскажу про свой вид спорта, как мы выстроили систему. Давай. Некоторые говорят, как в одном зале могут быть все пояса мира. У нас все пояса. У нас очень много претендентов, очень много чемпионов, очень много подрастающее поколение, по юношам, по молодежи, по взрослым, по любительским видам спорта много чемпионов. У нас тренируется более 60 профессиональных атлетов и более 300 любителей в зале. И это все я сам построил. И я сам это все контролировал, проектировал, и выстраивал такую некую цепочку, как человек может прийти в зал в 10-летнем возрасте и в 25 оказаться в UFC. Да. У нас есть. Это ты начинаешь с низов, и ты оказываешься в Эвересте этого вида спорта. То же самое можно и в футболе построить. Да. Но здесь есть некие пропасти между уровнями в футболе. А в ММА человек пришел, мы начинаем ему с любительского вида спорта. Это самый близкий вид спорта, мое личное мнение, к ММА. Это боевой самбо. Но если ты хочешь именно любительский ММА тоже есть. Наши ребята, придя в зал, они тренируются и в кимоно, и без кимоно. Потому что в кимоно нужно, чтобы выступать по боевому самбо, в ММА, чтобы выступать, нужно без кимоно выступать, в шорты. И эта система у нас выстроена. Ребенок начинает, тренируется с 10 начал, в 15 лет он начинает ездить по любителям. Он ездит, если он хороший, если он выигрывает, как по боевому самбо, так и по в ММА. Так мы построили, например, тот же Амру Магомедов, наш проспект, тот же Умар Нурмагомедов прошел боевой самбо, и этот тоже Усман Нурмагомедов. Они все прошли любительский вид спорта. По боевому самбо и по ММА. То есть параллельно все у они них делали? Более 200, у каждого человека, у каждого бойца, у них более 200 любительских боев. Я даже не говорю про себя и про ислама. Мы скажем чуть-чуть предыдущее поколение. Мы еще больше любительского вида спорта прошли. Но после того, как мы это все проходили, нам что нужно было? Нам нужен был следующий этап, чтобы мы перешли после любительского в профессиональный. Переходили в профессиональный. Ислам и я, мы дрались и в М1, в Pro UFC и так далее. И до ислама, так как я был старше него на 3 года, когда я пробился в UFC, мои победы означали, что и его подпишут. Имеется в виду. То есть вы сразу понимали это? Да, цепочка идет за каждым, То есть начинаешь в Махачкале, выступаешь по любителям в Дагестане, потом ездишь на Россию, на чемпионат мира по любителям, выигрываешь, ты лучше. Переходишь на профессиональную площадку, там ты становишься лучше. И здесь, после профессионального, дальше нужен некий мост, потому что если ты хочешь стать лучшим футболистом, точнее бойцом, ты должен выступать за океаном. Если ты хочешь стать лучшим футболистом, тебе нужна английская премьер-лига или испанская премьер-лига. Если ты не выступаешь в Барселоне, в Реале, или если ты не выступаешь в Манчестер Сити, Арсенал, Юнайтед, Ливерпуль, ПСЖ, ты никогда не станешь лучшим футболистом. В Уфе Хвича никогда не стал бы лучшим футболистом. Но он прошел эту школу, и ему повезло среди миллионов мальчишек оказаться через Уфу, в Наполе, и оттуда в ПСЖ. И на данный момент я считаю, что он в топ-5 лучших футболистов. Так он лучший игрок Лиги Чемпионов этого розыгрыша. Имеется в виду, весь мир, если считать, там можно Мбаппе закинуть, Кейна, за этот сезон Дембеле, Витинья. За этот сезон 100%. Он в этой обойме. Да. То есть нужна некая цепочка. Эта цепочка, чтобы ее построить, начало где?
Начало – это Во дворе. инфраструктура. Это Ну, вот да. у тебя должен быть в доступности футбольное поле. Как ты можешь стать футболистом, если у тебя нету качественного, хорошего футбольного поля? Недалеко от твоего дома. Не там, не так, чтобы ты жил в Кизилюртовском районе, а поля находятся возле стадиона Хазар. Ну, Анжи-арена. Да-да-да. Сколько туда ехать? По 1,5 часа туда-обратно. И возьмут ли тебя? Там на каждое место, там, знаешь, как конкуренция выше, да. Там 500 человек на одно место. Я согласен с тобой полностью, но при этом нет у тебя ощущения, что времена поменялись, и для нынешней молодежи больше соблазнов, больше источников информации. И когда мы росли, например, я вот полю, у нас поле на Третьей Дачной не было травы летом. Я играл в кедах, у меня все лицо было в пыли, но мне как бы на эту тренировку пойти, потому что меня еще родители заставляли там учиться. То есть футбол как бы был второстепенный. То есть футбол это я попросил их отвезти, футбол я хотел играть, они говорят, хочешь играть, вот ты учись нормально и потом ходи куда хочешь. Вот. И была мотивация, было желание на каждой тренировке стать лучшей версией себя, научиться там бить, не знаю, быстрее всех в команде бегать, сильнее всех бить, больше всех забивать. И вот сам себе какую-то мотивацию все время находишь. А сейчас у молодежи, мне кажется, у них вроде, может быть, и инфраструктуры больше, чем в наше время, но желания меньше как будто бы. Потому что соблазнов больше. Не, может, у большого количества людей, у большого количества парнишек, может, это так. Но с этими технологиями, с этими возможностями, если будут расти такие уникумы, которые сильно нацелены на развитие себя, то у этих ребят больше возможностей, чем были, которые у тебя 100%. или у меня. Но большинство людей будут отвлекаться. Это 100%. Потому что слишком много возможностей, слишком поменялся мир. Мир, да. Да, именно вот соцсети сильно все поменяло. А среди вот этой толпы будут по-любому выходить уникумы, которые их ничего не будут отвлекать. Бывает же, вот, как говорят, эдикт. Да. Ты чуть-чуть должен быть даже, скажем, на голову больным. Да. В хорошем смысле этого слова, таким фанатом своего дела. Если вот они будут попадаться, становиться и хотеть достичь футбольного результата, с этими возможностями у них будут. Но как только у тебя чуть-чуть ты не туда повернешь, сейчас очень большая возможность, что ты сразу отдалишься тоже. Из-за этого вот, когда смотришь на вот Ямаль, Мбаппе, Холланд, там Витинья, Невеш, они же им сколько, по 20 чем-то, Мбаппе, Холланд чуть постарше, вот они сейчас взорвались, эти 2-3 сезона. Смогут ли они, как Месси и Роналду, 20 лет быть в обойме, сфокусированными? Вот это вопрос большой. С этими новыми реалиями, которыми они живут, смогут ли они? Вот это вопрос большой. Так я тебе больше скажу, что условно даже пример Мбаппе, например, или Неймар. Вот мне за Неймара обидно, мне он по-футбольному, он для меня супер талант. Вот ушел. Да. Тоже чуть-чуть в начале, знаешь как, дорога же, когда разъединяется, когда ты становишься на другую дорогу, она близка. Ты думаешь, что ты на той же дороге. Чем больше время проходит, тем больше он разъединяется с футболом. Он вечеринки, туда полетел, сюда полетел, стример, мим. Он чуть-чуть сфокусировался на другую. Там, в 2015 году, если он был, для меня он был реально лучшим игроком мира. Я считал, что в 2015, когда они выиграли, там не Месси был, а Неймар был. Мое мнение. А сейчас уже 10 лет прошло. Где Неймар? Последний раз он играл за Бразилию в 23-м, и вот он на днях сыграл через 3 года на мире. Имеется в виду, вначале человек может не понять, что он чуть-чуть отступился от дороги. А потом, когда время пройдет, уже поезд ушел. И это такой момент, что вот это пример, который я привожу. Может быть, тот же Ямаль или, там, скажем, Холланд. Может, они уже чуть-чуть на другой дороге. И мы через 3 года поймем, что они неправильно двигаются. А может, они на правильной дороге. И что они могут быть лучшими. Через 3-4 года, кроме них, звезд и не быть. Может и не быть. Так что это такой... Тяжело понять, куда качнется. Вот хочу спросить, как ты, как раз-таки, вот, исходя из того, что ты сейчас сам говоришь, как ты направляешь вот своих молодых ребят, которые к тебе приходят, чтобы они вот придерживались именно правильной дороги, чтобы не отвлекались? Какие ты вот, не знаю, вещи им говоришь, например, что ты им в голову вкладываешь? Есть такие уникумы, которые принимают решение и ко мне приходят за советом. Когда ты уже принял решение, а что ты ко мне пришел? То есть, грубо говоря, он уже сам сделал, а потом он сделал решение, и как ты думаешь? Я говорю, какая разница, как я думаю? Ты хочешь, чтобы я тебе печать поставил? Или что? Я говорю, я на такие моменты печати не ставлю.
Раз ты уже принял решение, все, иди двигайся. Я говорю, ты принял бой? Или ты принял, когда драться? Не то, чтобы там с кем драться. Когда тебе уже 28 и выше, ты уже не должен смотреть. Я всем говорю. Когда тебе 25, 24, 26, ты еще не окреп, ты уже не на таком возрасте, не в таком психологических кондициях, которые ты можешь с любым подраться. А когда тебе уже 28-29, дальше уже тебе надо уже драться со всеми. Потому что когда ты хочешь, когда тебе 42 будет драться, тебе уже пора драться. Но я вот молодому поколению так говорю. Я всегда им говорю насчет даты. Насчет даты. Ты должен сегодня смотреть, в каких ты кондициях, и дальше принимать решение, будешь ты готов через, скажем, 26 дней драться или нет. Но если тебе дают готовиться 2 месяца как минимум, это хорошо. Но если тебя ставят перед фактом, принять, не принять на коротком уведомлении, вот здесь я говорю, раз вы приняли решение, ко мне не приходите. Но это мое мнение всегда, что человек, который есть амбиции и желание стать лучшим в мире, он не может на коротком уведомлении драться. Потому что это бои, ты здесь должен быть максимально готов. Да. Ты если сегодня проиграл по футболу, на следующий день выставляешь с улыбкой селфи, то в боях, когда тебя бьют, ты на следующий день фотку не выставляешь селфи. Это я, когда об этом говорю, ну, хорошо, посмотрите, зайдите, посмотрите, где фотка Топури. Этот вид спорта, он слишком жесток. Да. В футболе ты можешь увидеть некоторых игроков, улыбающимся в раздевалке. Ты проиграл, ты там улыбаешься. Ходишь. Ну, у тебя через 3 дня матч, грубо говоря. У тебя есть через 3 дня возможность реабилитироваться. Знаешь, ты выиграл, и через 3 дня все забыли. Нет. Психологически другой подход, да, вообще? В вашем виде спорта, скажем, в футболе вы играете. В боях вы не играете. В боях вы деретесь. Это абсолютно другой вид спорта. В психологическом плане он где-то схож. Давление и так далее. Где-то он схож. Но в физическом плане он не схож. Тебя там бьют. Ну да. Прикинь, тебя хватает за голову, и тебя в лицо бьют коленом. Можешь себе представить? Ты выходишь, как 100 тысяч человек на тебя смотрят, и тебя бьют. Но это вид спорта, он вряд такой. Вряд ли улыбаться будешь 100%. Да, ты не будешь улыбаться. Ты долгое время не будешь улыбаться. Из-за этого, вот вернемся к вопросу, к твоему. Я говорю, если ты принял решение, ко мне не подходи. Но если ты реально хочешь узнать ответ, и пришел, я тебе отвечаю, и дальше ты хочешь, послушал мое мнение, и сделать свое мнение, тоже не подходи. Если ты хочешь прийти ко мне за советом, чтобы я тебе сказал, и дальше ты действовал по моему совету, вот тогда приходи. Я сразу им говорю. Потому что у меня очень много раз было. Когда меня ставили перед фактом, мне звонили, говорят, вот так, как твое мнение? Я говорю, а какая разница, мое мнение, если ты принял решение? Понимаешь, о чем? Да, я понимаю. Но ты не осуждаешь, условно, ребят, которые пришли там и сделали по-своему? Я никогда не осуждаю ребят, которые сделали свой выбор. Просто ты считаешь, что это недальновидно с их точки зрения, когда они... Я считаю, что каждый человек должен за свои ошибки платить. Ну, вообще, в принципе, за свои поступки отвечать сам каждый человек. Сам должен платить, и это самое лучшее... Опыт жизни. Самое лучшее решение. И я сказал бы, это самый лучший вариант, как человек может саморазвиться. Он должен совершать ошибки. Он должен совершать, у него должны быть шишки. Так что, если кто-то другой за него будет совершать ошибку, он никогда не вырастет. Он сам должен за свои ошибки отвечать. Исходя из твоей карьеры, мне кажется, что ты мог выставлять селфи улыбающимся после боя. Ты ни разу не проиграл, Хабиб. Ну и лицо тоже у меня было всегда. Но селфи у нас таким неким, скажем... Мем? Не мем, мы не фоткались. Наше поколение селфи особо не делали. Если так посмотреть, старые мои фотки, у меня очень редкие селфи. Знаешь, как сам себя фоткать, что-то... Ну да. Когда начиналось, мне кажется, еще это... Ну, даже у нас в футболе, типа, селфи, ты что, девочка, сам себя фоткать? Да, это такое чуть-чуть было. Было. Ну, иногда выстреливали, да. Сейчас все смешалось, ведь сейчас нормально селфи. Ну, кстати, вот по этому поводу хотел спросить. Ты же, когда только попал в UFC, мне кажется, сложно было тебе перестроиться вот на это все, на медиа-составляющую? А это же, по факту, один из ключей успеха, в том числе привлечение инвестиций. Когда я подписался в UFC, давай начнем с того, что Инстаграма не было.
если не ошибаюсь. В 2011 году Инстаграм был. Был, мне кажется. 11 был октябрь уже. меня подписали. Он только появился. Я помню, что у меня в 2013 году, по-моему, появился, или в конце 12-го. Мне Кокорин создал этот аккаунт, у меня не было. У меня в конце 2012 года у меня первый пост. Январе-декабре, по-моему. Вот, а мне кажется, у меня в октябре Чекните, 12. когда появился Инстаграм, кто-нибудь? Да, мне тоже интересно. Просто мои бои росли вместе с social media. Вместе они росли. Ну, iPhone только разбегался, скажем, да? Ну да, был Твиттер, Фейсбук, мне кажется, на тот момент популярный, а вот Инстаграм... У меня был Фейсбук, я знаю, потому что... В 10-м, да? Но он особо не был раскачан. А я помню, что Твиттер был, потому что все бойцы обязаны были создать Твиттер. Не, Твиттер должны были создать. По контракту, говорили, да, то есть... Не знаю, может, для развития бойцов, когда ты заходил на арену, когда выходил, там, твое имя, там все писали, и снизу Твиттер. Они сказали обязательно. И я тогда создал аккаунт, там, Хабиб13. Вот такой там. И они там закинули ее, я просто помню. А Инстаграма не было. А сейчас и Инстаграм тоже они закидывают, чтобы когда на большом телевидении, когда человек выходит, например, вот человек через телевидение, когда смотрит, чтобы его social медиа, чтобы найти, они закидывают его Инстаграм. Это сейчас они как популяризируют бойцов, да, для больших масс. А тогда не было Инстаграма. И вот вместе с Инстаграмом я тоже там, даже можно сказать, из российских атлетов, из всех видов спорта, мне кажется, я был один из первых, который там закидывал, там что-то в Инстаграм. У меня еще друг долгое время вел в Инстаграм. Вначале я вообще не понимал. Я когда вообще начал, обратил внимание на Инстаграм, мне в 13-м году мне сказали, что мне друг звонит, там кто-то просит рекламу, чтобы я что-то разместил, и они мне дадут деньги. Это вообще был нонсенс. Я говорю, куда? В Инстаграм. Мой в Инстаграм, я их закидываю, и они мне платят деньги. Это сейчас мейнстрим, да? Да. Я такой, в смысле, я говорю... Как это работает, да? А я при чем тут? Он такой, ты у себя в соцсетях закидываешь, и они тебе заплатят деньги. Ты думал, развод какой-то? Не, я просто не понимал. Это мой близкий человек мне позвонил. Я говорю, подожди. Мой Инстаграм я закидываю. Что я закидываю? Его там что-то прорекламировать надо. Я говорю, и что они дают? Вот столько денег дают. Нормальные деньги. Я такой, как можно это, как вообще это работает? Первый раз. Я такой, посмотрел. Так и получается. Если раньше закидывали через телевидение рекламу, а здесь, прикинь, то же самое, только у тебя телефон, и это на тот момент, это то, что я сейчас объясняю, все люди знают. Да. Тогда для меня это было таким... в 2013 году В 2013 году это вообще... Это в Америке. Он говорит, они проанализировали, что у тебя есть сколько-то просмотров, что-то там. Я такой, не, это надо срочно изучить. Я так посмотрел. Я говорю, а как эти подписчики увеличиваются? Он говорит, ты выступаешь в UFC, например, на своих этих платформах, разрешаешь, что ты такой боец, каждый раз ты когда выигрываешь, у тебя подписчики увеличиваются. Я такой, срочно надо заняться этим. Я говорю, я столько денег в боях не зарабатывал тогда. И я начал уже активно вести Инстаграм потом. Это мне таким, знаешь, как мотивация была. И деньги дозволенные, хорошие, почему бы и нет. 100%. Да. И вот у меня такой, знаешь, как... Новый мир открылся, да? У меня там 80 тысяч подписчиков. Мне этот друг говорит, у тебя 80 тысяч подписчиков. Я такой... Это очень много. Да, это целый стадион, прикинь. Да, и потом у меня потихоньку поднимались, потом у меня этот же бум же был в 18-м потом, там за один день там 10 миллионов. И дальше уже я ее не мог остановить. А ты, кстати, видел сейчас эту историю на чемпионате мира про вратаря? Да. 40-летнего? Везение, да? Да, Везение. Просто в 25 лет профессиональную карьеру начал. 40 лет же. Да, ему 40 плюс, но я имею в виду 25 лет первый раз сыграл на профессиональном уровне. Ты прикинь, если он сейчас, против Аргентины тоже засверкает, это будет... Он тебя обгонит по отличию. Не, у меня футбольный мир, он же большой. Да. Там набрать 50 миллионов, не то чтобы там легко, но... Возможно. Сколько там? Да, я думаю, что глобально... Человек 10, я думаю, уже 15 есть. Мне кажется, что больше. в топ-клубе
вот там 2-3 успешных сезона, как ты говоришь, выступают за сборную. Более 50 миллионов подписчиков у футболистов не так много, по-моему. Осаки, чекни. У сколько футболистов в мире более 50 миллионов подписчиков? Я думаю, Неймар, Мбаппе... Ну, Месси, понятно, Холланд. Да. Ибрагимович, Месси, Роналдо. И я думаю, что не более 15. Ну, наверное, да. Не, везде. Он сейчас взорвется, потом люди подпишутся. Да, конечно, пишутся потом. Что он будет выставлять? Да не, но этот это хайп, ты правильно говоришь. Ну, на Салаха весь Египет подписан. Да. У них там 90 миллионов популяция, да? Да. На Салаха понятно. Там, по-моему, Хамес Родригес должен быть. Да, кстати. Посмотри. Не, мне кажется, у него, может быть, около 40, мне кажется. Я думаю, что больше должно быть. Ну, посмотри. 52? Вот я вот, видишь, ну, 50. А еще был Санчес. Зайди, Санчес за Чили Алексис? играл. Да, у него... Мне кажется, нет. Не, у него много было. Думаешь? Со времен Арсенала? Алексис Санчес. Был такой чилиец. Да. Не. Я же в Юнайтед, знаешь, должен был переходить. Ну, в смысле, не должен был, было предложение, он туда перешел, и все, и у меня трансфер... Ну, человек, который разрушил карьеру Смолова. Набери 16 миллионов. Да нет, он договорился в Сити переходить из Арсенала летом свободным агентом. Он же был у Пепа в Барселоне. Он из Удинезе перешел в Барсу к Пепу, и потом как бы он ушел в Арсенал, Пеп был в Сити и позвал его. Они зимой договорились, что он свободным агентом уходит в Сити. И в итоге пришел Юнайтед, Мауриньо тогда был, там был Златан и Лукаку. Вот. Златан и Лукаку. Златан последний сезон был, а Лукаку что-то вообще не забивал. Да, он не заиграл. Вот. И вот типа третьим нападом. Все обсудили, личные условия. А как я могу жалеть? Ну, как бы я же, конечно же, согласился. Просто Санчес принял решение зимой перейти в Юнайтед, кинул Сити и перешел зимой туда. И в итоге он в Юнайтед тоже нифига не играл. Не играл. И после этого он уже на своем уровне... номер, по-моему, у него тоже Да, был. и он после этого на своем уровне нигде не играл уже. Как вот в Арсенале он нигде не играл. А у тебя был такой момент, где ты принял решение не переходить или переходить, и потом жалел? Ну, в 20 лет вот из Фейнорда то, что уехал. Вот то, что уехал, да? Надо было оставаться. У тебя там нормально было? У меня было, как бы было сложно, но я вот испугался трудностей и... А куда ты тогда уехал? Да в «Динамо» вернулся обратно. Ну, сидел бы в Эйндховене. Прикинь, да? Там ты можешь только заниматься футболом. Да. Ну, вот я говорю, вот об этом жалею, потому что вот тогда трудностей испугался и, знаешь, так смолодушничал. А если перетерпел, остался бы, я думаю, у тебя хорошо получалось? Ну, я вначале играл в составе, потом вот я, получается, что-то на замену, травму получил, один и... С тренером как было? Нормально. Тренер, наоборот, как бы поддерживал все. Брат, голландский футбол. Ты там нормально набрал. Да, вот об этом жалею. Ну, и плюс, опять же, были там, знаешь, какие-то предложения, типа Лион, Марсель, там, Вестхэм, Гладбах, Вольсбург, еще когда там Де Брюйне от городов тоже зависит. Например, там кто-то переходит, там, Ливеркузен, а там делать нечего. Ну, да. Прикинь, ты туда переходишь. Не, команда-то хорошая. Не, команда хорошая. А ты в городе был самом? Ну, был, к сожалению. Я был там такой маленький Кизилюрт. Да. Там ничего нету. Там огромный бомбовый стадион. Ты приезжаешь там... Германия почти вся такая, если честно. Если ты не Мюнхен, не Берлин, условно, не Дюссельдорф какой-то, да, там вся Германия. Да. Ну, иногда такие города хорошо на игроков сказываются, на таких дисциплинах. Да. Ты сфокусирован. Я вот с Холландом общался, они в Манчестере, да, живут. Да. Он говорит, у меня здесь... Я только футболом занимаюсь, там, семья... Вот видишь, у меня семьи нет, когда, то тоже сложно. Одному, вот, мне кажется, тяжело так вот. Друзья не было? Ну, там я общался, знаешь, с кем? Вот в 20 лет парень был из Южной Африканской Республики, как раз, которые сегодня играют. Он был младше меня. Они вот там Аякс, Фейнорд, они делают кемпы летние в Африке, в разных странах. И оттуда набирают ребят, пацанов, и привозят потом в академии к себе. И он вот так попал. И вот он так попал, да. Его там заметили в 16 лет, он приехал. Я вот с ним в основном варился, у него тоже не было семьи. Но... Я вот просто анализировал это, знаешь, разный вот менталитет. То есть, грубо говоря, я в 20 лет из Москвы приехал туда, а он приехал туда в 19, например, из Южноафриканской Республики, в Роттердам. То есть ты понимаешь, да, там мне из Москвы в Роттердам приехать, это как бы понижение, там, знаешь, уровня жизни. А тот в цивилизацию вырвался. Ну, как бы, ну, честно. Не, ну, видишь, терпение. Да, терпение. Залог успеха. Да, вот не хватило. Не хватило вот характера. Пожалел больше всего, да? Да. Ну, вот тогда... Да. Ну, на тот момент Фейнорд тоже,
Не, тогда плохо было, но сам факт, там, условно, смотри, Вейналдум со мной играл, он потом Ливерпуль, ПСЖ. Да, Лерой Фер в Ньюкасл, капитан-защитник, перешел в Астон Виллу капитаном. Карим Эль-Ахмади в Астон Виллу перешел опорник основной, за сборную Марокко играл. То есть Кастаниса, вот этого напада парня-конкурента, Интер купил. Деврей в Интере играл, сейчас вот он переходит куда-то, я не помню, он согласовался с кем-то, защитник. То есть оттуда из той команды, кто играл в основном, Стефан де Фрей. Куда-то... Он был в Лацио, сейчас в Интере, он сейчас подписал с кем-то, да. Я не помню, куда. Смотрел, да. Ну, сам факт, что из того состава 8 человек играло в Европе в нормальных командах. В АПЛ, там, Лацио, Интер, условно. Да, вот Швеция, когда играла... Не Шведы. Норвегия. Да. С Францией. Там есть защитник Берг. Да. Там у них династия, по-моему, футбольная такая, Берги. Капитаном он был как раз. Сейчас тоже капитан. Да. Он там в Будо Глимт. В Будо Глимт, да, играет. Глимте. У него дядя играл за сборную, отец играл, дедушка играл. У них такая, ему предлагали и предлагают в топовый. Он такой прям хороший защитник. Он аккуратно сидит у себя. У себя, да? Выступает в Лиге чемпионов, сейчас на чемпионате мира. Так они хорошо в Лиге чемпионов играли. Они выиграли Атлетико, Сити, Интер. Да. Знаешь, как не всегда нужно переходить тоже там в топ-клубы. Ты можешь играть у себя дома, там где-то создать под себя, там стать лидером, создать хорошую команду и выступать в Лиге чемпионов на чемпионате мира. Это, конечно, такой маленький такой пример. Да. Знаешь, как может единоличный такой, знаешь, как единичный случай. Но бывает такое, что... Ну да, где родился, там пригодился. А в Фейнорд это же такая, всегда в Лиге чемпионов, всегда они там с группы, там очень много раз выходят. Да, нет, они раньше Еврокубки выиграли. Да. Голландский чемпионат атакующий, вот я говорю, поэтому и жалею. То есть, грубо говоря, там останься 2-3 года, и непонятно, как бы, может, в Европе играл бы всю жизнь. Был кто-нибудь рядом, кто советовал, говорил? Ну, родители говорили, не уезжай. Они понимали? Футбол понимают? Да, у меня отец играл на локальном уровне там в Саратове. Вот. Ну, там на первенство города. Как он мог тебе сказать с Фейнорда в Динамо перейти? Наоборот, он говорил, не уезжай. Он не хотел? Нет, и мне и агенты, и родители говорили, нет, оставайся, не надо. 20 лет, я такой, нет, вы ничего не понимаете. Пришел новый тренер в «Динамо», позвонил, говорит, можешь играть левого полузащитника? Я говорю, да, могу. Он говорит, ну все, возвращайся. Заработал чуть денег, хорошо выглядел, 20 лет, гормоны, кровь и так далее. Москва. Да, я понял. Поплыл, короче. Слабак. Я понял. Между нами оставим. Да. Welcome to Small Talk. Еще хотел, Хабиб, про UFC поговорить, потому что ты вот сказал, что, по сути, твой приезд и, в принципе, и рост UFC, он шел параллельно. И, в принципе, вы дошли оба до пикового момента, ну, как бы и в твоей карьере, соответственно, внутри UFC, и самого UFC, и массовость вашего противостояния, соответственно, с Конором, ну, придало такое. И вот по моему ощущению, пик пройден, ну, как мне кажется, именно пик популярности, вот именно хайпа такого, он стал точно более популярным, но именно вот хайпа, волна прошла. Как ты думаешь, есть ли что-то и видишь ли ты, что должно произойти, чтобы, возможно, опять эту вот волну популярности такой вот какой-то вселенской снова вернуть? Вот у меня к тебе вопрос. 6 лет назад ты по-другому смотрел UFC? Да. И сейчас уже не смотришь? Ну, сейчас не просыпаюсь, типа, в 5 утра. Есть бои, которые тебя заставляют проснуться утром? Последний, вот давай скажем, 26-й год, сколько раз проснулся? Ни разу. Ни разу не проснулся? Белый Хайлайт дом? с утра. Белый дом? Хайлайт с утра. Ну, в смысле, с утра в зале. Поспал, да? Да. Ну, видишь, есть такой момент, чувствуется, да, что они там... Некий такой спад есть, но это одно. А если говорить про бизнес, UFC подписали с Paramount. Да, я знаю. На 7 лет 7,7 миллиардов. Это мы после чемпионата как раз, после Лиги чемпионов финала ты рассказывал нам уже. 1,1 миллиард долларов в год они по-любому от Paramount получают. Смотри, я такой момент приведу пример. Вот смотри, у тебя есть промоушен. Самое главное для промоушена, у меня же был промоушен 4 года. Я же развивал. Да, я знаю. Я же был и как промоутер, и как боец, да? Как промоутер я развивал другую лигу, у себя в UFC я выступал как боец. Для любого промоутерской компании, скажем, для бойцовской компании, например, Eagles, да, возьмем, моя бывшая лига, нужен контракт с телевидением. И когда у тебя есть с телевидением контракт, тогда ты идешь уже к спонсорам. Ты говоришь, вот у меня есть лига,
Есть вот такие бойцы, и есть контракт с телевидением. Вы хотите у нас на площадке освещаться? Ты понял, да? Да. У них, смотри, у UFC сейчас контракт на 7 лет Paramount. Это Paramount, Apple, Netflix, да, в мире, скажем, весь мир, который смотрит. Им уже больше ничего не нужно. Им спонсоры дополнительные не нужны по факту. Им не нужны. Они и так провел ты успешный турнир или не провел. Они по-любому деньги получают 1,1. 1,1 миллиард. Это огромные деньги. Тебе больше ничего не нужно. Теперь, будут ли работники, те люди, которые искали спонсоров, тех, которые хотели зайти там в разные страны. Например, приведем пример, вот сейчас в Баку турнир был. Да. UFC нужно в Баку зайти, или Баку нужно, чтобы UFC приехал? Баку вопрос. Например, есть переговоры, что в Узбекистан приедет UFC. UFC нужно? Узбекистану, или в Узбекистан нужно? Теперь вопрос. 10 лет назад кому нужно было? UFC нужно было. А в 2015 году, ну, скажем, в 2016, а в 2026 уже странам нужно. Например, там в Малайзию привезти UFC, там, скажем, поехать, сделать турнир в Ташкенте, или, там, скажем, Индия хочет провести турнир. Уже эти страны, они сами хотят привлечь такой бренд, как UFC, и проводить, и с помощью них привлекать туристов и так далее, деньги вовлекать. Если 10 лет назад была другая картина, сейчас UFC вышел на уровень, скажем, английской премьер-лиги, NBA, хоккея и, там, скажем, Champions League. Франчайз, то есть корпорация. Они на одном уровне. И, скажем, приведем пример Формула-1. Это то же самое. Да. И в этом плане они выросли. И ты не можешь их успех убавить. Не, 100%. Был я там в этой стене маленьким кирпичиком или нет, это однозначно был. Я вместе со мной и я рос, и они росли. Но я рос на их площадке, на UFC. Это тоже надо признать. Но на данный момент, да, есть некий такой, знаешь, как есть бренд, и под этим брендом выступают бойцы. А на тот момент, скажем, мой бой с Конором, там не все знали, что мы выступаем под брендом UFC. Но все знали, что есть бой. Что противостояние есть ваше, да, конечно. Люди не разбирались. ММА и UFC, что это такое? Они не знали, что это вид спорта ММА, как футбол. Да. Есть английская премьер-лига, то же самое. В ММА есть UFC. Люди не понимали. Но сейчас уже UFC нашли себе на следующие 7 лет партнера, они им дают деньги, хочешь, не хочешь, они будут зарабатывать. А будет интерес или нет, это уже от UFC зависит. От вот этих денег, которые они получают один-один, сколько денег они вложат в развитие бойцов. А это зависит от KPI, мне кажется. Нет, это зависит от... Это зависит от очень маленького круга людей. Я понимаю, я больше, знаешь, про что? Извини, что перебил. Я больше про KPI. То есть, грубо говоря, если в этом контракте заложен какой-то KPI, за перформанс UFC, то тогда, конечно, они будут вынуждены работать, продолжать. А если просто им гарантированные деньги, просто за то, что они подписались, зачем? Они подписались. Все, ты подписался, и любой человек, который хочет смотреть UFC, он покупает за $20 подписку у Paramount, и у него всегда, когда домой пришел, включил, ты захотел, посмотрел, не захотел, не посмотрел. UFC, они перешли на новый уровень. Они перешли на уровень, как я сказал, премьер-лиги, Champions League, там NBA, баскетбола, НХЛ, хоккея. И дальше уже нужны матчи, на которых будут такие, как Федя, такие, как Хабиб, просыпаться по утрам и смотреть. А для этого нужно вкладывать в бойцов, в развитие. Но чтобы смотреть человека, надо знать как минимум. Ты должен знать его историю, кто он, откуда он вышел и так далее. Этим всем должна заниматься UFC. А когда тебе капает, если даже успешный или неуспешный, когда тебе капает по 1 миллиарду в год, будешь ты этим заниматься или нет, зависит уже от элиты. Кто возглавляет UFC, от них зависит. Но мое личное мнение, они пока с этим не так хорошо работают. Им нужно больше вкладывать в бойцов, в ребят, и в развитие этих ребят, и больше их показывать на той же платформе, с кем они подписались. Но это мое личное мнение. Ну, чем они будут заниматься, это уже к ним вопрос. То есть, грубо говоря, что, может быть, даже с точки зрения
качеств и мастерства бойцов, и есть достойные, вокруг кого Нет, можно конечно. сделать историю, 100%. да, например. Но 100%. просто лига выросла настолько, что им неинтересно, потому что они во главе угла сейчас и на себе замыкаются. На чем они замыкаются, я не знаю. Но вот смотри, если я бы так делал бы, я бы брал бы локальных бойцов и вкладывал бы в них. Например, Узбекистан, скажем. Мгм. Почти 40 миллионов населения. Мгм. Или, скажем, Индия, 1,5 миллиарда. Нету индийских бойцов. Нет. Китай, нету китайских бойцов. Можно на пальцах пересчитать. Например, с Россией бойцы есть, но мы чуть-чуть отрезаны от платежной системы, да? Ну, давай возьмем там арабский мир. Нету арабских бойцов. Африка. Нету Африка. Африка 1,2 миллиарда людей. Ну, могу ошибиться там. Но более миллиарда людей в Африке. Нету африканских бойцов. Например, возьмем Европа, возьмем Франция. Там сколько там? Под 100 миллионов у них? Ну да, где-то. Ну, сколько там? 2 бойца, 3 бойца. Один дагестанец, другой африканец. Да. 2 бойца у Франции. Они в год один турнир там проводят. Нету. Никого нету. Ну, вложите эти деньги в развитие вот этого. Ну, хорошо, если вы не хотите не в платежеспособные страны вкладывать, да? Ну, хорошо, в Англия. Не так много бойцов. Пару штук. Кто там этот? Прикинь. Пэдди и кто еще? Сколько миллионов их? Да, то 60. 60-70 миллионов. Да. Сколько? Кто там? Пэдди и Леон Эдвардс, который Да. закончился. Кто у них еще есть? Все. Больше никого нет. Был Макаев, но он дагестанец. Да. Скажем, там, ну, есть у них там американский рынок, которым вот месяц назад у них стало 2 чемпиона, и то у них не было чемпионов даже. Ну да, да. Я это считаю, что Белый они дом. должны сфокусироваться и делать у себя, ну, точнее, в странах, в определенных, которые я привел, пример, Да. там нужно выращивать чемпионов, бойцов, там нужно создавать внутри маленькие лиги, которые будут подчиняться UFC, чтобы они создавали конкуренцию, чтобы у них был контент, когда человек оттуда вышел и Что его зашел уже в UFC, знают, грубо говоря, да? чтобы они могли этот контент тоже использовать. Очень важен же контент. Да. 21 век, век контента. Ты же знаешь, Федя. И вот эти моменты, я считаю, что когда у тебя все хорошо, ты этим заниматься не Ну будешь. да, да, я понимаю. Вот эти моменты, я считаю, что они могут этим заниматься, открывать свои офисы, локальные офисы в каждой таких стране. странах и развивать. Вот смотри, вот чемпионат мира. Капо-Верде, Аргентина. Мы же знаем, что все будут смотреть. Да. Это то же самое для любителей единоборств. Это чемпионат мира, это UFC. Вот если будут, например, они откроют свои филиалы, свои маленькие промоушены и будут конкуренцию делать, например, внутри Индии, может, это займет 5-7 лет, может, даже и 10 лет. Ну, потому что в 36-м тоже надо существовать. Да, конечно. И можно сейчас туда вложиться. Эти 1,5 миллиарда людей будут смотреть. Там любой там кто-нибудь, у них звезда вышла, у них сразу 100 миллионов подписчиков. Да, будет. конечно. У них это нормально, там иметь 50 миллионов подписчиков, Да, да. потому что их 1,5 миллиарда. И вот в этом плане я бы посоветовал бы UFC, чтобы они делали вот локальный акцент. То есть, грубо говоря, смотри, если там обсуждается, что Узбекистан хочет их привести, вы начинаете обсуждение, грубо говоря, там согласовываете потенциальное партнерство, уже открываете в Узбекистане и заходите туда через там 3-5 лет, уже имея какую-то внутреннюю базу, которую вы можете освещать. То, что ты сейчас говоришь, например, у вас есть конкуренция на этом уровне, и получается уже Узбекистан, там, когда UFC туда заходит, они уже, в принципе, знакомы со своим пулом бойцов, они уже там заинтересованы, уже есть аудитория, и то есть UFC, заходя туда, уже имеют дополнительные там, возможность зарабатывать. Я вам маленький пример приведу. Вот в прошлом году я был в Баку на турнире. Для них что важно? Для местного населения. Чтобы Чтоб дрался свой был. азербайджанец. Да, да. У них там был 1 или 2 человека своих. Ну, там были бойцы, которые выступают за Азербайджан. Но они к ним уважительно относятся. Ну, извини меня, ну ты не азербайджанец, свой, да? Это такой маленький пример мне приходится приводить, чтобы поняли, да, вот приехал, UFC приехал в Узбекистан, но нужны местные бойцы. Ну, хочешь, не хочешь, там, на американца и на своего бойца по-другому ходят. Каждому нужен свой герой. По-любому, например, аргентинцы не могут любить Криштиану, как они любят Месси. Ну да. Если даже, да, вот скажем,
Там споров много, может быть, но... Не, ну с уважением. Да, с уважением просто, но есть Месси, потому что у нас есть свой чемпион. Там это везде, во всех странах. То же самое и в России, то же самое и в Европе, в европейских странах. Им нужны свои чемпионы, свои герои. Это всегда так было, испокон веков. И это ты никогда там не уберешь. Там, если ты в Индии турнир проводишь, извини меня, индусы не будут болеть за китайцев. Ну, да. И им нужны свои. И когда ты... Даже вот давай проведем турнир проводим турнир в Абу-Даби, там дерутся там одни бойцы из России, да? Ну, они за нас болеют, они нас любят и так далее, но им хотелось бы, чтобы были тоже свои чемпионы. Если даже не чемпионы, бойцы... Которые участвуют хотя бы. Да, уровня UFC, да. В таком маленький момент есть, на который UFC не обращает внимания. Опять-таки, есть большие деньги, и им хорошо. Да, есть большие деньги, и нет конкуренции. Поэтому, в принципе, и так все супер. Да, и нет конкуренции. Это тоже надо по-любому. Бойцовский мир, он такой специфический. И развить промоушен до уровня UFC очень сложно только по одной причине, скажем. Назовем одну причину. Все лучшие бойцы мира в эксклюзивном контракте с UFC. К сожалению. Тот же Конор, он не может драться в другом месте. У него 2 боя по контракту. Ему надо отработать. У него сейчас 2 боя? Вот сейчас у него 2 боя по контракту. И что ты думаешь вообще, какие ожидания? Даже вот, уходя от темы, я скажу, даже я-то и не собираюсь возвращаться. Да. Даже если так у меня вздумается мне вернуться, я никогда никуда не смогу вернуться, кроме UFC, даже через 20 лет. То есть у тебя, теоретически, эксклюзив пожизненный только с ними? У меня с ними. Я закончил карьеру. Но если я возобновляю карьеру, я просто пример привожу, я не возобновляю, сейчас будут отрезками закидывать, да? Да, 100%. Я возобновляю. Да. Не режьте. Эксклюзив, small talk. Да. Это, знаешь, у меня контракт с UFC. В этом плане... Но они молодцы, кстати, знают, получается, с точки зрения имиджевых прав, они защищены максимально. Все бойцы всегда мечтают подраться в UFC. И они пользуются этим. И они говорят, хорошо мечтаешь, заходи. Только у тебя будет эксклюзив. И я считаю, что это для бренда UFC это очень правильно. Правильно, 100%. Если у тебя есть другой выбор, иди дерись. Подпишись в английскую премьер-лигу по футболу и выступай там по боям. Да. Не можешь же? Не можешь. Хочешь драться? Приходи к нам. Дерись у нас. Тогда в контексте вот как раз-таки эксклюзива не могу не спросить про Усмана. У него сейчас последний бой, получается, под эгидой ПФЛ, правильно сказать? Под эгидой? Да. Вот. И вообще, какие дальнейшие планы UFC планируете? Вообще, если не секрет. Вообще у меня было общение тоже с Хантером насчет PFL, да? Не знаю, нравится. Но Хантер это тот человек, который руководит сейчас UFC, может, кто не в теме. Я им говорю, что вы должны благодарить PFL, потому что они проводят за вас огромную работу. То же самое популяризация ММА они проводят. Сейчас вот сегодня утром был турнир PFL в Сан-Диего. Кстати, там наши соотечественники выступали, тоже Шабли выиграл, Магомед Шарипов, Забита младший брат, он выиграл. Там, были ребята, были хорошие бои. Имеется в виду, я к чему это говорю, PFL проводит огромную работу, потому что не все могут заходить в UFC. Не у всех есть шанс сегодня подписаться в UFC. А что делать бойцам, которые есть уровень у них выступать в UFC, а где им выступать? И PFL дает им площадку. И огромное количество людей выступает там, проявляют себя, зарабатывают, увеличивают, улучшают свой бренд и так далее. Там личный бренд, я имею в виду. И они дают большую возможность для ребят. Вот кто бы знал без PFL, кто бы знал Усмана? Хорошо, 21 год. В UFC он не попал бы. Да. Он подписался в Bellator, подрался в Bellator, был чемпионом, потом PFL выкупила Bellator, он начал выступать под эгидой PFL, там стал чемпионом. Они дали ему корень, возможность для развития, фундамент, стены, все они построили. Если так говорить так на этом языке, да. И PFL, они из него сделали звезду. Конечно, там ему помогало, что он мой брат там, и так далее, но, во-первых, и сам Усман боец мировой элиты. А начало, и вот с самого начала, вот это весь путь PFL, под эгидой PFL, он провел свои лучшие годы, лучшие бои, и то, кем он сейчас является, из него сделал PFL.
И сейчас на данный момент за пределами UFC в топ-10 Усман на первом месте. Говорят же, там Most Wanted, которого разыскивает, да? Да. Усман, он на этом уровне. И ему эта площадка, это все дала площадка PFL. И я за что им очень сильно благодарен. Вообще руководство PFL, они огромную работу делают. И не только Усман, там и другие ребята тоже выступают. Есть ребята, которых там на постсоветском пространстве не знают, но в Америке они очень популярны. И что будет у него дальше? Честно, я сейчас не могу это говорить и не хотел бы только из-за уважения к PFL, потому что у меня с ними очень хорошие отношения. Да, я человек, который сделал имя в UFC, да. Но когда приходит время, нужно отдавать должное. Что будет с Усманом? Давайте мы сперва подеремся. Этот бой очень хороший, крепкий соперник, у которого 13-0 под эгидой PFL. Он все бои провел под ними. Все бои выиграл, непобежденный, очень хороший, крепкий. Последние 10 лет тренируется с Джастином Гейджи, действующим чемпионом. Да. UFC в легком весе. И как я знаю, как я слышал, что он ему дает очень хорошие спарринги, ничем не уступает ему. Я считаю, что этот соперник самый крепкий, самый лучший соперник Усмана. Который был у него в карьере, да? Которые были. Может быть, Пол Хьюз, но бой покажет. Бой сейчас покажет, но я лично считаю, почему? Потому что у него очень хорошая борцовская база, непобежденный, сильный, крепкий подбородок, голова очень крепкая, никогда не роняли. Так что я думаю, что это хорошая проверка для Усмана. И после боя у нас будет 3 месяца на переговорах. На переговоры у нас будет 3 месяца. То есть пока решения нет август, как такового, сентябрь, октябрь. Здесь мы уже решим. Здесь, конечно, уже будет зависеть от PFL. Захотят они его отпустить, или они будут за него бороться. Но, опять-таки, PFL это та организация, которым последние 6 лет, 7 лет, там, где очень много ребят с моего зала выросли, как бойцы, как личности, и в плане опыта, в плане боев, они очень многое дали нам. По поводу борцовской базы ты сейчас сам упомянул. Сейчас как будто бы тенденция в UFC, да, вернемся к UFC, наверное, в PFL в том числе, на ударников, как будто бы последние чемпионы-ударники. Борцовская база, как ты считаешь, твое личное мнение, это все-таки основное в единоборствах смешанных? Ну, я тоже вижу, что очень много ударников стало успешных, но это, я считаю, что из-за того, что подписывают основным ударников. То есть целенаправленный выбор в сторону ударников непосредственно? Да. Там, где свободный выбор, например, в других лигах, если статистику смотреть, тоже там возьмем Rising, возьмем ACA, возьмем PFL. Там доминируют борцы. Потому что в этих лигах матчмейкеры особо не смотрят на стиль. Если ты хороший боец, тебя берут. А в UFC, как я вижу, они очень сильный акцент делают, когда подписывают бойцов, они делают на ударников. Давай возьмем 84 килограмма. Просто пример. Кроме Чимаева больше борцов нету 84. Все в стойке бьются. В 93 возьмем. Сколько борцов ты знаешь? Ну ты вообще давай вернемся к тому, что ты хорошо знаешь ростер UFC. Не могу сказать. Вот сейчас нет. В твое время, Давай я за тебя отвечу. В 93 нету борцов. Ну вот я просто пытался вспомнить. Я ни одного борца не знаю. В тяжелом весе я не вижу борца. Ну так, типа чуть-чуть. Очень мало. Есть Блейдс, которого сколько раз выигрывали. Нету борцов. В 77 есть борец, и он чемпион. Ты знаешь. Да. В 70 килограмм есть борец, который не борется. Но это борец. Когда у тебя есть... Ну, его никто не борет. Джастин Гейдж. Да. У него был соперник, который его борол. Аккуратно усыпил. Да. А так он со всеми дерется в стойке. Но если кто-то будет с ним бороться... Но у него база неплохая. Смотри, у него очень хорошая база. Его ни один человек никогда не переводил. Если даже переводил, там секунду. Там Чендлер его переводил, он за секунду вставал, да. А так, чтобы повалить, на нем посидеть, держать его, так очень мало было. Ну, топор я его один раз повалил, все. Ну, мало борется, потому что нету борцов. В 66 есть борец, которого потихоньку отодвинули и держат в стороне. Это Мавсар Евлоев, который еще не проиграл.
10 боев, 10-0. Да. И дайте ему шанс, он всех переборет. А чё Почему его держат? Потому Ну, что так акцент держат. на ударников? Ну, потому что он медийно не интересен UFC. Но это мое личное мнение. А так ему сейчас должны за пояс дать. Ну, сейчас поборется, что. Они ему давали соперника, он всех борол. В 61 долгое время доминировал борец. Но у них 1-1 с Петром. Ну, он доминировал, выиграл. Это Мераб. Да. Когда они дают шанс борцам, они выиграют. 84 только проиграл пояс, а так долгое время доминировал Чимаев, был чемпионом. Они многих бойцов не подписывают. Которые, борцы, которые борются, да. В основном подписывают ударника и между ними. Мое личное мнение, да. 57, Пантожа очень хорошо борется, случайно пояс проиграл, там сейчас Джошуа Ван чемпион. Да. Упал на локоть, проиграл, а так это борец. Если шанс давать, Макаев тоже будет чемпионом, тоже борец. Вы многих борцов так держите. Да. И последний вот Мераб, Чимаев и еще кто там, вот пару бойцов с хорошей борцовской базой проиграли и думают, что нет, борьба всегда будет доминировать. Когда ты борешься, ты контролируешь, где бой пройдет. Если ты захотел, ты валишь, не захотел, ты стоишь в стойке. У меня всегда так было. Более вариативно, да? Да. Когда у тебя есть хорошая база, ты диктуешь, где пройдет бой. Это одно и то же, что у тебя есть мяч дома, и тебе говорят, вынеси мяч. Да. Ты, если хочешь, выносишь и играешь в составе, да. А если нет, ты сидишь дома, и никто не играет. То же самое. Когда у тебя борцовская база, у тебя мяч. Мяч на твоей стороне. Ну, по моим ощущениям, если у тебя хорошая борцовская база, то как будто физически превосходишь своего соперника. Потому что больше всего не сил... физически. Не физически. Выносливость, я имею в виду. Нет. Скажем, не физически, а технически. Ты более разноплановый. У тебя больше техники просто. В твоем арсенале больше оружия. Ты берешь ногу, сажаешь, берешь корпус, бросаешь. Повалил, контролируешь. Это техника, это не физика. Мне кажется, просто, что это сложнее в борьбе, ты больше сил тратишь. Они выглядят физически сильными, потому что у них много технических возможностей, и из-за этого развиты много мышц на теле. Но если ты Формула-1 вводишь, и у тебя слабая шея... Ну да, ты не можешь... Ты спроси этих гонщиков. Они же больше всего шею качают. Да. Я думаю, здесь присутствующие многие это не знают. Но они очень сильно качают. Если ты видел, у них какие шеи бывают, как у борцов. Да. А у борцов тоже шея сильно развита, потому что они в согнутом виде борются и постоянно нагружают голову, у них закачивается шея. И у борцов тоже, и бойцов тоже. И когда ты технически много, ты оснащен, твое тело, хочешь не хочешь, у тебя развиты будет ноги, спина, руки, шея. Ну, понятно, все задействовано. У тебя все задействовано. И из-за этого я считаю, что они не физически сильные, а технически. И еще борьба чем уникальна, ты за доли секунды ты должен принять одно решение, а приемов там много. Когда у тебя 1000 приемов, и тебе вот за секунды тебе нужно принять одно решение. Он уже и не только физически развит, он и ментально развит. Он и интеллектуально развитый бывает. Не бывает, что борцы, они просто физически сильные, и все. У них, они просто, это может быть из-за словарного запаса, не могут себя... Проявить правильно, Проявить правильно, да, скажем так. А так он может на тебя посмотреть и как бы он хотел бы тебе кое-что сказать умное, но я сегодня промолчу. Я тебе скажу одну умную вещь, как в этом. Да, ну то есть получается, что спортивный интеллект больше развит, потому что ты должен учитывать больше особенностей, специфики и воспринимать момент. Развиты, ну, я про это и говорю, что... Потому что если ударники подходят друг к другу и рубят себя по голове, мы, борцы, мы по-другому освоены. Мы подходим к тебе и ищем из 1000 разных приемов один, и очень быстро должны принять решение, взять после этого принятия решения твое тело и повалить тебя. Не просто прохожего, а такого же человека, который тоже 10 лет подготовленный, в зале тренируется. Так что в интеллектуальном плане, если человек уделил 15 лет, выделил своего времени 15 лет на ковре, он очень умный человек. Я не сомневаюсь. Я думаю, что, в принципе, спорт таких высоких достижений, люди глупыми не бывают. Там, это 100%. Потому что нужно учитывать очень много факторов. И мне кажется, если ты просто мимо проходил, никогда в жизни там не окажешься. Кстати, вот я не знаю, хочешь ты отвечать на этот вопрос или нет. Какие ожидания вообще в целом? Думаешь, Конор может конкурентно выглядеть сейчас или нет уже?
Даже не хочу об этом человеку Мешок? говорить, да. Я допускал, поэтому опустим. По поводу весовых категорий ты сам упомянул. Мне просто, знаешь, искренне, что интересно, по поводу вот весогонки и, опять же, последний бой Хамзата, где он проиграл пояс, ну, там же видно было на взвешивании, что он как будто бы не в состоянии провести бой в нормальном физическом, ну, как бы в нормальной физической готовности. Вот. И мой вопрос следующий, что многие не борцы, не люди, которые погружены в единоборство, не понимают, для чего так истязать свое тело, и почему, в принципе, если плюс-минус все весят одинаково, не бороться в своей лучшей кондиции, если ты в них готовишься там долгое время. Сейчас объясню. Вот, пожалуйста. Это называется гонка вооружений. Угу. Если это одно и то же, что... А зачем создавать технологии, если мы можем один на один решить? Угу. На войне все средства хороши. Ты хочешь драться со мной один на один, да? Но... Я нет. Не-не-не. Пример. Тот же самый Стрикланд. Ты видел его фотку в межсезонье? Да. Он 105 весит. Но он как минимум весит 103. Потому что я вот так визуально могу у человека понять, сколько он. У тебя сколько? 95? Нет. Сколько? 90? 90, да. 90, 95. Я вот пару килограмм могу ошибаться. Ну, я добавил. Я когда играл, весил 85. Если ты говоришь 90, значит у тебя 93. Я сегодня взвесился. Сколько? 90. Не может быть. 92. Ты накидываешь. Отвечаю. 92. И у меня... Я знаю ваши, отвечаю. Я знаю. Клянусь. Ну хорошо, давай. Клянусь. Не суть. Я просто... Не, Чтоб не отходя. вчера было 89,8, сейчас 92. Всегда 3 в уме бывает. А мне смысл врать? Да это бывает. Смешно выглядит хорошо. Нет, так я что, я уж в футбол не играю, что мне выглядит? У нас когда... Я весил 85,4 вот в последний день профессиональной карьеры. Ну, бывает. Давай Плюс я... 4,5 считаю. Плюс Давай 5, почти. я Обидно. докончу свою мысль. И вот, например, Стрикланд весит 105. Он будет гонять на 84. Хочешь ты этого или нет. А вот ты, который ты весишь 84, выступай в своем же весе, Стрикланд сгонит на 84, в день боя будет 95, и мы там увидимся. А будет ему тяжело или нет, это не твои дела. Потому что есть свобода выбора. Вот я, человек, который в межсезонье весил 87 килограмм, когда я выступал на 70. Я выступал 70 килограмм, я всегда гонял с 87. У меня всегда это было. Знаешь почему? Потому что мои соперники тоже гоняли. И мне приходилось. Я не любил это дело. Что думаешь? Не, я понимаю, что это неприятно. Когда у тебя в организме 8% всего лишь жира, скажем, 7%, Да. 7% жира, и оттуда ты гоняешь 17 килограмм сюда, и потом еще на следующий день, через там, 24-30 часов, надо драться 3-5 раундов, не просто против прохожего, а против одного из лучших бойцов мира. И это очень тяжело. Но все гоняют. И тебе приходится принимать эту игру, какой она есть. И вроде бы, казалось бы, да, давайте все остановимся в своих весах, будем выступать в своих весах. Но может ли тебе организация запретить? Как она тебе запретит? Вот вопрос. Вот у NFC хотели этот вопрос решить. Там проверяли hydration, ты там сдавал тест, сколько там. Ну, там очень много это волокиты, но мое личное мнение, каждый человек имеет право на свой собственный выбор. Хочет он гонять эти 15-20 килограмм, но это его проблема. Ты подписываешь контракт, все. Если с тобой что-то случается, это ты сам лично выбрал свое мнение. И ты не сможешь это все убрать. Вот то же самое, там, если Хамзат гонял 105, я думаю, Стрикланд тоже не меньше. Ну вот, я поэтому говорю, что они бы просто боролись бы в 105, как бы оба, и были бы в равных условиях также. Зачем свой организм? А в 105 другие чемпионы. Не, я понимаю, ну что, хорошо, а те, кто в 105, они бы боролись в 125, например, соответственно. Там же все равно плюс-минус все весят. Не смогут. Кто-то скажет, это не твое дело, что я делаю, я буду гонять туда. Ты можешь мне законодательно или по правилам запретить? Нет. Из-за этого, за то, что все гоняют, тебе тоже приходится гонять. Но ты же понимаешь, что это насилие над организмом, и вот ну правда, на самом деле, согласись. Профессиональный вид спорта, особенно бои, это не про здоровье. Я согласен, но... Вот мой вопрос. Смотри, например, ты тренируешься и готовишься к бою, находясь в весе. За сколько? За 2 недели ты начинаешь скидывать до боя или раньше? Минимум 40 дней.
Начинаешь скидывать за 40 дней? За 40 дней я всегда начал. А готовился к бою ты, там, сколько, полгода? Нет, у меня 100 дней подготовка 100 всегда. дней подготовка. Ну вот, 60 дней ты тренируешься вот в своем весе. Да. Набираешь кондиции. Да, Хорошо себя чувствуешь. да. Потом постепенно начинаешь скидывать. Да, я выступаю, например, не гоняю, и на 84 выступаю. Да. И я там встречаю бойца, который гоняет со 105, Да. на следующий день он Я будет понимаю, весить 95. 96. Он набирает 12. Я набирал 11 килограмм всегда, 12 килограмм. Да. Он набирает, ты выходишь в клетку, и тебе нужно с таким же, как ты, уровнем бойцом состязаться 5 раундов, но у вас 10 килограмм разницы, условно. весовая категория 10 килограмм разница. Ну, скажем, 10 килограмм. Ты что думаешь? Это так легко? Нет, я и говорю, что это нелегко. Тебе приходится следовать Я правилам. понимаю. Я слышу, что Гонка ты говоришь. вооружения. Я имею в виду, что Федя. если все будут в своем весе, то как будто бы все так же Всегда и будет. найдутся пару человек, Хитрецы. которые будут туда идти, и приходится всем туда идти. Короче, ты просто подстраиваешься под обстоятельства, потому что кто-то один продуманный решает так делать. У тебя нет выбора. Тебе приходится. Вот, если я выступал бы, например, в том весе, в котором я там в межсезонье ходил, я всегда дрался бы с бойцами, которые больше меня на 12 килограмм. Сейчас я объясню борцовскую систему. Смотри, в борьбе ты утром взвешиваешься, Да. и через 2 часа ты борешься. Ты, если как в боях ты гоняешь 15 килограмм, через 2 часа, если тебе надо бороться, ты не будешь понятно. гонять столько, потому что ты туда выйдешь мертвый. А в боях же у тебя, ты сегодня утром взвешивался, завтра вечером ты дерешься. Из-за этого у тебя много времени. Вот единственное, что это поменяет, это единственное, если сделать маленький промежуток между взвешиванием и боем. То есть, грубо говоря, с утра взвесился, вечером дерешься. Да. Или там, например, пришел на взвешивание в 12 часов дня, взвесился, пошел в отель, отдохнул, и в 9 часов у тебя бой. Вот здесь уже гонка прекратится, меньше будут гонять. Но так как во всех промоушенах, и в правилах, и в атлетических комиссиях, и так далее, ты можешь сегодня взвеситься и завтра драться, сегодня утром взвеситься, завтра драться, и за эти 30 часов ты набираешь там 10 или 12 килограмм, то гонщиков никогда не станет меньше. Только единственное, если вот промежуток между взвешиванием и этим не уберут. Сократить, да? Вот борцы, они не гоняют больше 5 килограмм. Ну, смысла нет, то, что ты бороться не сможешь, грубо Да. говоря. Я вот с Абдул-Рашидом разговаривал, я ему говорил, что ты на 86 не это. Он говорит, у тебя нету времени восстанавливаться. Ты если сгонял, он там на 97 гоняет 3 килограмма. Он 100 весит, 100-101 на 97. Сгонял, и ты где-то придержал, где-то чуть-чуть побегал, с утра пришел, весь погонял, снял, взвесился, прошел, чай попил, отдохнул, воду попил, все, через 2 часа ты борешься, через 3 часа. И потом, после первую схватку выиграл, тоже где-то 1,5 часа отдых, потом еще одну схватку выиграл. Все, первый день отборолся, если ты в финал вышел, на следующий день ты уже более свежий выходишь. А чтобы в финал выйти, да, до следующего дня же надо дойти, Да. здесь тоже надо побороться 2-3 раза, как минимум. Там, если у тебя 20 человек... Ну у тебя- да, это если ты будешь так много гонять, у тебя сил просто не сможет. будет. Единственное, что может бойцов остановить, это промежуток между взвешиванием и боем. А так, по-другому ты не остановишь эти 15 килограмм гонщиков. Скажи, пожалуйста, как можно за такой короткий промежуток времени так много набрать? Что ты вот ешь, условно, ты взвесился, показал это вес? ты не потому, что ты кушаешь, набираешь. Воду? Нет, это ты сперва себя выжимаешь. Ты полностью себя выжимаешь, все убрал, и потом сразу взвесился и заливаешься водой, Воду, уже да. восстанавливаешься. Ну, вот то же самое. Вот сейчас, если, например, ты утром проснулся, там, скажем, твои там 97 килограмм, да? 97. Давай, 90 килограмм Да. ты проснулся утром, пойди в сауну, Да, сделай 3 захода да. по 15 минут, 45 минут. Ничего не пей. Сделай 3 захода, скажем, условно, 90 градусов. Сделай 3 захода по 15 минут. Первый заход ты чуть-чуть вспотеешь, там между ними сделай 5 минут перерыв. Второй заход ты уже Сильно. нормально вспотеешь, у тебя поры открыты, третий ты выжмешься. Выйдешь, если ты скинешь там 2 килограмм, выпил воду, восстановился, то же самое. Это то же самое, только у нас бывает экстремальная сгонка. Ты одеваешься, ты крутишь велик, бегаешь, Ну пьешь да, я лапы, видел. делаешь скакалку, сидишь в сауне. Ты скидываешь с утра нормально кило, и еще до этого ночью еще скидываешь столько же. Выжался, взвесился, сразу после взвешивания вышел, ты уже
восстанавливаешь. Это не потому, что ты там что-то покушал, и ты там 10 килограмм набрал. Сегодня вот сейчас ты пойдешь, в таком состоянии покушаешь, там, ты не сможешь больше, там, я не знаю, сколько ты кушаешь. Да. Ну, там 10 килограмм ты точно не Ну, покушаешь. да. Это ты воду выводишь и потом заводишь. Но это Но стресс. это вывод очень тяжело проходит. Это нелегко. Я ровно поэтому и спрашиваю, потому что это выглядит страшно, потому что... Да, тяжело на бойцов Такие смотреть. нечеловеческие какие-то Да. условия. Ты еще говорил о том, что нынешний формат UFC тебе не очень нравится. И тебе, ну, не то, что он не нравится, а может быть, он устарел. И как ты считаешь, нужно ли что-то поменять? Ты говорил, кажется, что, возможно, нужно убрать Раунды раунды. убрать, да. Убрать раунды и сделать hydration break. Ну, смотри. Ну, вот смотри, вчера hydration break сделали, Англия, Панама. Да. До этого они как давили, тормознулись, 3 минуты их остановили, там 4 минуты зашли, и Панама начала давить. Так это в помощь команде, Да-да-да. которая обороняется. Тебе дают передохнуть. Я считаю, что это, ну, опять-таки, в футболе это вообще несправедливо, это мое мнение, да. И в боях иногда бывает, вот, ты можешь полностью выложиться 5 минут, пошел, отдохнул, пришел, уже ты уже с другим каким-то настроем приходишь, да? Ну, много бойцов таких бывает. Им бой может... ну, опять-таки, это для рекламы там, и так далее. Очень много есть моментов. И это правило уже сколько лет, они уже там более 30 лет. Но я бы так, если по справедливости, вот зашел человек, пусть они до конца дерутся, кто выиграет. Да, это было бы мне интересно. Это даже можно какие-то... бои сделать, там, скажем, выставочные или показательные бои. И посмотреть, насколько это будет интересно. Мне было, ну... Даже вот я же, ну, много же борюсь. Сейчас тоже продолжаю именно вот спарринги по борьбе, грэпплингу и так далее. Вот бывает, вот я когда беру там спарринг-партнера, да, они говорят, время поставь. Вот у меня всегда так говорят. Я говорю, тебе зачем время? Мы боремся. Не-не-не, поставь время. Они любят время ставить. Я время не ставлю. Мы боремся. Я говорю, мы до конца поборемся, когда ты устанешь, или до болевого мы боремся, или пока ты не устанешь. До конца поборемся. Не-не-не, поставь время. Ну, тебя боятся просто, Хабиб. Не то, чтобы бояться, но это по выносливости, это психологическая атака. А вот, например, я возьму человека, например, на 15 минут, без времени, мы вот поборемся 15 минут. Я ему делаю там болевые там, и так далее. А вот иногда бывает там 3 раунда по 5 минут и минута отдых. А вот здесь он 5 минут защищается, отдохнет, еще 5 защищается, отдохнет, еще 5. Понял? Он уже по-другому со мной. Он уже со мной по-другому борется. Вот один и тот же человек. Я сам себе делаю эксперимент. Из-за этого было бы очень интересно посмотреть без передышки, чтобы до конца. Есть ли у тебя хотя бы спарринг-партнер, который тебя может побороть? Ну, тяжело. Они все сейчас жалуются на мой вес. Да. Хотя, знаете, что интересно? Федя, я скажу, вот 20-й год, мой 20-й год, когда 19, 20, 18, вот это люди, которые думают, мой прайм был, да? У меня там не было прайма. Я закончил, мне только исполнилось в сентябре 32, и в октябре я закончил. Я еще рано достаточно. Да. Я еще даже и не начал, если так. Может, там чуть-чуть было начало какое-то. Вот мой грэпплинг намного улучшился на данный момент. На 26-й год, вот летом, да, у меня лучший грэпплинг был, чем в 2020 году. Я вот даже вот сейчас смотрю свои бои, да, я думаю, вот здесь я как могу вот эту ошибку делать? А люди на тот момент с другой стороны, с другого угла, которые смотрят, думают, вау, уровень. Но для меня это не уровень. Мое личное мнение, сам, когда свои бои анализирую, смотрю, я думаю, как я могу эту ошибку делать? Ну, сейчас у меня намного лучше грэпплинг. И есть ребята, да, близкий мой круг, команда там, они тоже, которые со мной борются, и в 20-м, и 26-м году это они тоже подмечают, что они говорят, что у меня намного лучше грэпплинг. И я думаю, и я считаю, что это из-за того, что я не прекращаясь после моей карьеры, не прекращаясь боролся. У меня как карьеру закончил, у меня не было более 2 недель. Очень редкий такой отрезок был, когда вот 2 недели я где-то не боролся. Там, сделал на локоть операцию, я там не боролся, там, 2 месяца, да. Вот, после карьеры вот у меня 1 операция была, и все. И еще там в связи там
определенными обстоятельствами. Где-то у меня было там 2 недели, там, 20 дней где-то не боролся. А так эти 6 лет, у меня скоро 6 лет будет, как закончил, я не прекращаю бороться. Я вот прошлую неделю, эту не будем считать, вот прошлую неделю я боролся где-то 170-180 минут. Это лайв грэпплинг. Это в течение дня или недели? В течение недели. Это не считая другие тренировки. Да, я понимаю. И это 180 минут побороться. Я думаю, может, тебе это непонятно. Я думаю, да нет, бойцы-борцы — это не отработки. Это лайв схватки. Да, я понимаю. И где-то 170-180 боролся. А в среднем, если так в год посчитать, если все размыто посчитать, в среднем в неделю 100 минут я борюсь. Во время действующей карьеры ты меньше боролся? Больше. Я больше боролся. У меня практически не бывало тренировок, чтобы я за тренировку 40 минут не боролся. Ну, это вообще было редко. Я всегда... Тебе не кажется, что ты сейчас на фоне того, что стал постарше, сейчас у тебя другой функционал, ты наблюдаешь за своими ребятами, ты подмечаешь больше каких-то нюансов, и, возможно, ты, пересматривая свои бои, видишь эти ошибки, исходя из того, что стал опытнее, мудрее, и уже какой-то взгляд наставника? Я физически сделал improve my skills. Я физически улучшился. То, как я забираю спину, сажусь на живот, заходы на удушающий, гильотину, треугольник, защита от болевых, защита от уходов. Я считаю, что я физически, не в ментальном плане, потому что я вырос и смотрю, вижу ошибки. Нет, я в физическом плане тоже улучшил. Опять-таки, мое мнение. Но я же еще это сравниваю не на Феде Смолове. Я же это сравниваю, я же борюсь там со всеми бойцами. Убил бы меня, такой, я прибавил. Со всеми бойцами. Я же сравниваю с теми бойцами, которые доминируют в мире. Это же не просто так сравнение. Меня там спрашивают... ты не хочешь, там, не соскучился по соревновательному опыту? Да, я вот это хотел тоже спросить. Когда мне это нужно, я иду в зал, я там нахожу чемпионов. Прикинь, ты идешь в зал, и ты находишь там в зале Ямаля, Мбаппе и Холланда. У меня то же самое, только в ММА у меня вот эти Ямаль, Мбаппе в Холланде, они у меня в зале. Ну, ММА, Ямаль, Мбаппе. Да, я понимаю. Да. Про Ислама не могу не спросить, тоже предстоит бой. Я так понимаю, что соперник достаточно серьезный. Какие, не знаю, ожидания, понятно, одни. Вообще, как подготовка проходит? Стилистически очень неудобный соперник. Да? Стилистически, я так считаю. Много бегает, вот сдалека, с дистанции бьет. Такого высокого соперника у нас не было. 193 сантиметра. Высокий, да. Да, более 190 рост. Руки длинные, ноги длинные, выбрасывает. Опять-таки, надо будет за ним бегать, собирать его. Надо будет хватать, собирать, валить. Тяжелый бой будет. И скоро 35. Он 91 уже года, да, получается? 91 октября, скоро 35 будет. Все вместе, стилистический возраст, это все, я считаю, что будет тяжелый бой. Нелегкий бой. Я всегда их готовлю к тяжелому бою. И Умара, и Усмана, и Ислама. Я им всегда говорю, на вас, ребята, настраиваются по-другому. На вас, ребята, настраиваются вообще по-другому. Это всегда так бывает. Если они готовились бы условно на Пратиса или Моралеса, они бы готовились по-другому. А здесь уже у них энергетика, все. Если они проявят себя против вас, они становятся сразу автоматически звездами. Так что... Давление на сильном. Давление будет очень сильное. Бой будет тяжелый, я считаю так. Имеется в виду, если сразу не финишировать, да? Да. Если 5 раундов драться, все 5 раундов находиться с этим соперником будет нелегко внутри клетки. Будет тяжелый, во-первых, тренинг-кэмп. Почему? Потому что надо такого соперника найти. Да. Да, который будет вот так же бегать, вот так же. Таких немного, ногами, да? Да, немного. Особенно в этом весе их немного. Если даже таких находить, он будет уже в большом весе. Именно у спарринг-партнера. И сам бой тоже будет. Это мое личное мнение. А тактически, вы за сколько начинаете готовиться?
Вот как только соперника дает. То есть, когда соперника объявляют, да, уже сразу начинается да, подготовка? Да, я считаю, что ничего не надо тактически менять, надо прижиматься. От себя, да, именно отталкиваться? Да, надо... Не, я имею в виду тактику, там ничего менять. Надо за ним бегать, собирать его, валить, и там уже его... Ну, навязывать, в общем, свое... Как я тебе вначале сказал про Макашка. Да. Ты же понял? Да. Прием, который мне не удался здесь сделать. Который это ты через своего сотрудника аккуратно переставит камеры 10 минут. Говорит. Ты же понял, да? Он-то думал, что это прокатило. Да. А так, пусть думает, что прошло. А так будет тяжелый соперник. И у Усмана 31-го, у него, потом... Умар будет в Шанхае драться 30 августа, главный бой вечер. У нас там в течение месяца у нас будет Нью-Йорк, Филадельфия. Нью-Йорк 31 июля, Филадельфия 15 августа и 30 августа Шанхай. Знаешь, как по всему миру будем драться. И 3 таких главных боя вечера. И такой довольно-таки серьезные перелеты. И в эмоциональном плане серьезная нагрузка мне предстоит. Да. Но... Если у них у каждого там своя нагрузка, да? Да. То у тебя все 3. Я-то буду это все через себя пропускать каждые, там, через 2 недели, получается. У них разница. То есть со стороны наставника, в котором положении ты сейчас находишься, эмоционально и с точки зрения нервозности сильно сложнее, чем когда был бойцом, да? Намного. Но когда я был бойцом, меня ничего не беспокоило. Я полностью абстрагировался от всех. Я готовился, тренировался, гонял вес, выходил. И я всегда хотел почувствовать эту энергетику, зайти, почувствовать соперника, что он из себя представляет. И начать навязывать свой бой. И всегда было интересно, что он будет мне делать, как он будет защищаться и так далее. Знаешь, как это некий такой азарт у меня был. Я хотел понять. Я же готовлюсь, как он может больше меня тренироваться? Он же не может часами каждый день бороться. Что, они приходят в зал, там, отрабатывают ударную технику, бьют лапы, там, бьют груши, делают свои кроссфиты. А потом, бах, я их вообще другой вид спорта закрываю. Я говорю, то, чем мы занимались, это было неправильно, сюда иди. Мне это нравилось. И не было такого, что я там переживал, там, через себя это все пропускал. Намного легче было, когда я сам выступал. А здесь, там, Ислам дерется, да, условно, потом Усман дерется, Умар дерется. Разные техники, разные города, разные соперники, разные промоушены. Там столько всего надо через себя. И это же все я же по-любому через себя пропускаю, потому что я знаю, что они чувствуют. И я знаю, через что они проходят. Нелегко. Ты с поражением, да, кстати, столкнулся впервые, будучи тренером как раз-таки? Или ты не оцениваешь, в принципе, победа или поражение, именно больше нагрузка? Не, почему не? Поражение тяжело дается. Тяжелее? Да, очень тяжело дается. Особенно, когда твой брат... Какие ты находил в себе силы и слова уже с точки зрения тренера и наставника, что правильно сказать в этот момент? Не, вообще... Сложно их подобрать как-то, наверное, или... Надо возвращаться к тому, вообще, кто я. Откуда я, и через что я прошел, и как я это все вижу, поражение. Я же такой чуть-чуть... где-то я могу быть и правильным, но где-то я могу быть и, не знаю, жестоким сказать, наверное, не жестокий, но жесткий, наверное. Я где-то могу и ничего сказать тоже. Вообще просто промолчать, и они поймут меня тоже. Они же тоже меня всю жизнь знают. А где-то могу очень жестко тоже сказать. Такой от ситуации зависит. Смотря где, как, кто и против кого. Но ты тоже зависит. Ты принимаешь решение, как себя повести, исходя из конкретной ситуации. Ну, я имею в виду, что полезнее будет для, там, условно, не знаю, для твоих ребят, или через себя пропускать. Иногда, когда ты в эмоциональном состоянии, ты вообще ни на что не смотришь. Ну, я говорю, то есть просто иногда от себя отталкиваешься, да, от то, себя что чувствуешь. Просто отталкиваюсь и говорю то, что есть. В себе точно плохое не оставляю. Я плохое себе не держу. Я поговорю прямо, как есть. Когда... У меня, я недавно... это видео мне так недавно попалось, когда отец там рассказывает и говорит, как может там 16-летний парнишка прийти, мне рассказывать, что он должен делать в зале. Я заслуженный тренер России, и он будет мне говорить, как и что я должен делать. Ему 16 лет. Примерно такого
Вот такой к этому примерно я прошел. Я человек, который эту всю игру прошел. Да. Я знаю, что как. Не как боец, и как промоушен, и как промоутер, и как... много чего я прошел. И я же еще с детства был возле отца. И я же видел взлеты и падения других людей, начиная с 2002-2003 года. Это 25 лет назад, да? Когда я еще был ребенком. Это же тоже у меня в голове осталось и остается. Ты же это все одной кнопкой там. Если в компьютере это удаляется, у нас ничего не удаляется. Мы все помним. Я примерно до того, как они вступят на определенную позицию, на жизненную позицию или на ту позицию, которую вступает боец, когда дерется в UFC, я же их предупреждаю, говорю, вот это будет, потом вот это будет. Не потому, что я знаю будущее, никто этого не знает, но я знаю, когда человек становится популярным и так далее, когда он к этому приходит, и ему надо конкурировать 5 раундов против очень серьезного соперника, что ему надо делать, а что ему не надо делать. И когда я это им говорю, и они не оставляют, и они потом приходят на лыжах по асфальту к тому, к чему я сказал, вот тогда я уже нехороший человек. А когда я им говорю, делайте, они делают, и они выполняют все указания, все моменты, и они приходят к результату, молодец, это не для меня, это для тебя. Не думай, что ты мне одолжение сделал. Мне это не нужно, я ее прошел. Это нужно было тебе. Добился, да, молодец. Все, дальше уже не спотыкайся. А когда ты им все говоришь, рассказываешь, делаешь, они говорят тебе да, и делают по-своему, потом мне приходится, может, не на камеру, но я могу потом сделать, Промокашку. Промокашку, скажем, да. Не, там уже промокашка нет, там уже добивание идет. Тогда я не хороший человек. Хабиб, хотел еще у тебя, знаешь, что спросить по поводу большого количества ребят, которых ты, и ментор, и тренер, соответственно, как-то с финансовой грамотностью помогаешь им, даешь советы? Потому что это важный аспект. Я вот, когда приходят ребята, там, футболисты, спрашиваю у них, как они там распоряжаются. Потому что было много случаев, кто там, футболисты закончили, у них ничего не осталось, потому что неправильно там распорядились финансами. Мне кажется, в современном мире это важный аспект. Знаешь, как я тебе на этот вопрос отвечу? Я в любовные истории и в денежные истории не лезу. Но они к тебе не приходят, там, Хабиб, а можешь подсказать, куда я им не говорю, кого любить и как деньги тратить. Это очень такие личные моменты каждого человека. Они приходят ко мне, они же зарабатывают. Да. Если они в 2017 году, скажем, 90% бойцов, которые у меня, если они зарабатывали там 50 плюс 50 рублями, 1000 рублей, да? Да, а сейчас они зарабатывают нормально. Я им не говорю, как они должны тратить деньги. Когда приходят с советом, я опять-таки говорю, ты просто пришел пообщаться и попить кофе, или ты реально, у тебя есть деньги, и ты хочешь вложить. Это два разных вопроса и два разных вообще ситуации. Бывает, что я им говорю тогда вот так. Но везде, во всем бизнесе, и вообще бизнес не бывает дозволенным, если там нету рисков. Я сейчас в плане религиозных моментов говорю. Всегда должен быть риск. Не бывает такого, ты вложил, и 100% ты отсюда деньги вытаскиваешь. Всегда должен быть риск. Всегда бывает риск. И я стараюсь не лезть. Вот они выиграли деньги, это их деньги. Я в этом виде спорта ничего не зарабатываю, ничего не получаю от них. Ни от одного. Ни в зал, ни для меня это все не идет. Я абсолютно все сам содержу и содерживаю. И они все тренируются на этих платформах. И стараюсь вообще не лезть в денежную историю с ними. Я говорю, вот у вас есть деньги, да. Работайте, сами делайте ошибку, будете улучшаться, будете тратить свои деньги, будет опыт. И придете через какое-то время вы придете к успеху, если у тебя есть мозги. Мы сейчас обсудили деньги, потом бывает там личного характера момент. Я туда не лезу. Личное сложнее, 100%. Туда вот точно лучше не лезть. Туда точно лучше не лезть. Мне нравится, как они. Ребята, скажем, все топовые в зале, вроде начитанные, умные. Они хорошо распоряжаются вроде деньгами. Где-то теряют, где-то это. Это обычная жизнь.
любого человека, который вкладывается в тот или иной проект. По-любому будут потери и так далее. У меня сколько было прогоревших проектов. Так что это, без этого никак. В каких направлениях ты сам сейчас, куда инвестируешь и где доход? Потому что ты говоришь, что ребята у тебя занимаются бесплатно, ты с них ничего не берешь. В Дагестане все, что я делаю, скажем, 70% это все благотворительность. Может, даже и больше. Просто твое желание именно Моё вкладывать, желание, инвестировать в регион, вкладывать. Да. Потому что мои почти, 38 лет, которые я прожил, и вывод, который я сделал, это самая лучшая инвестиция — инвестировать в людей. Не в какие-то проекты и так далее. Поддержка людей, инвестировать в людей. Потому что, может, из 100, может, 5 человек могут подняться, выстрелить, но эти 5 человек потом могут дальше по цепочке очень многим людям помочь. Так что я в Дагестане, все, что я инвестирую, все деньги, которые я вкладываю, скажем, так, наверное, будет более правильно, это 70% это благотворительность. А все остальное, там чуть-чуть у меня где-то там, тут есть бизнеса, они тоже работают, практически я в карман ничего не ставлю. У меня хорошие бизнеса за пределами Дагестана. А в Дагестане все благотворительность у меня практически. Залы, которые там в Махачкале, которые я в горах строю, огромный проект, это тоже у меня все за личный счет. Вот сейчас скоро, очень скоро, практически я завершил, 3 месяца, наверное, уйдет, наверное, плюс-минус, давай скажем, 3-4 месяца. Осенью у меня должен быть там зал 70 на 20, огромный ангар, там, где будут более 10 видов спорта, могут проводить сборы. Это все связано с единоборствами, где более 100 человек одновременно могут находиться, спать, кушать, тренироваться, восстанавливаться в одном месте. Это на высоте 1200 метров над уровнем моря. Это одна из самых лучших баз в России будет на высоте 1200 метров. Круто. Да, может, мы там снимем какой-нибудь, контент. 100%, я с удовольствием. Кто будет выбирать, грубо говоря, тех, кто может туда приехать? Я имею в виду, скорее всего, желающих-то будет больше туда попасть, не 100 человек. У меня, я думаю, не только у тебя же команда есть. У меня же тоже есть команда. Может, не такая классная, как у тебя, но все-таки у меня тоже есть команда, которые там тренера, там администраторы и так далее. У меня хорошая команда в Махачкале, которую я вырастил в моих залах. И вообще окружение там, я же говорю, самое лучшее вложение — это вложение в людей, сделать из людей. Когда тебе сегодня 22 года, и ты ничего не знаешь, и когда ты принимаешь участие в определенных проектах там 5-7 лет, и тебе 30 лет, и ты уже что-то можешь. И такая команда у меня есть. Где-то, скажем, человек 30 хороших специалистов на местном уровне, которые могут делать много разных дел. Так что у меня, я думаю, что, как я тебя упомянул, не такая, но где-то на уровень ниже хорошая. Да, перестань, пожалуйста. Я к тому, что, условно, просто парень из Саратова, который хочет заниматься там единоборством, например, я просто из Саратова родом. У него есть возможность какая-то туда попасть? И если да, то как это будет выглядеть? То есть ты пишешь заявку, отправляешь, условно, там? Скажем, вот сейчас... Или должен тренер тебя... Сегодня 28 июня. 1 июля ко мне приезжает 90 человек с Нижнего Новгорода. Там 90, это вместе с родителями. Из родителей там 20 человек, 70. И 3 тренера. 65 спортсменов, любителей приезжают 1 июля, заселяются. Если я не ошибаюсь, 1 или 15, могу ошибиться. Июль-август у меня там сборы пройдут около 500 человек. У меня просто там две части. Основная часть будет готова через 3 месяца, а эта сторона у меня полностью готова, и там сборы проходят. В прошлом году у меня там прошли сборы где-то 600 человек. В следующем году, за 27 год, я думаю, что я оттуда где-то пару тысяч человек там пройдут сборы.
И очень много заявок со всей России, с ближнего зарубежья. Очень много людей хотят приехать. Я просто вот так держу, потому что не все готово. Вот когда будет все готово, уже полностью моя команда приступит к управлению, да? Да, к принятию гостей. Там будет две разные подготовки будут проходить. Первое – это у побережья, там в Махачкале от моего зала до моря 5 минут ехать. И второе – это высокогорье, это 1200 метров над уровнем моря, это в горах. Люди будут приезжать. У меня постоянно из зарубежья 10-12 человек всегда на сборах в Махачкале. И то мы ее держим, потому что для своих не хватает. У меня своих бойцов там 60. Если я ее полностью открыл бы, там вообще была бы толпа. Потому что в зале нужна некая приватность для профессиональных бойцов, чтобы они травмы не делали друг на друга, не падали, потому что больше 80 человек в зале это уже много. А на каждого человека у меня спрос там по 5 человек. На место, да, грубо? Да, на место там 5-6 человек спрос. Мы мониторим это, потому что мой ресепшн, они там все записывают, все, кто заявки отправляет и так далее, хотят приехать, тренироваться. Спрос есть. И вот в горах завершим осенью. Поедем. Посмотришь. Поедем. Обязательно. Я с удовольствием. Полетим. Welcome to Small Talk. Хабиб, напоследок еще, знаешь, что хотел спросить у тебя? Ты говорил, что финал прошлого чемпионата мира это лучший матч в истории чемпионатов мира. Можешь назвать еще пару, топ-3 твоих самых любимых матчей чемпионата мира? Чемпионата мира? А может, вообще в истории футбола, не знаю, может быть. Назови 3 самых лучший матч, памятных. когда я говорю, это лучший матч для меня в топе, это Манчестер Юнайтед. Бавария? Нет. Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, ответный матч, когда Роналдо хэт-трик сделал на Олд Траффорд. Да, я когда понял. Бекхэм вышел, забил со штрафного. 4-3, по-моему, да? 4-3, да. Когда Реал прошел дальше и проиграл потом Ювентусу, Ювентус прошел дальше и проиграл Милану. Милану в финале. 2003 год. Пенальти, да. Это вот Манчестер, Реал. Это для меня Номер 1. номер 1. Это просто... Я сколько раз его смотрел в хайлайтах, пересматривал. Какие матчи мне придают особую любовь? Это матчи, которые я смотрел в финале, прямом эфире. Там с отцом, когда всегда смотрел в прямом эфире, эти матчи мне дают такую дополнительную энергетику. Знаешь, как я вместе с отцом ее смотрел, и пересматривать бывает. Еще один матч я вспомню. Я думаю, такой вопрос неожиданный. Очень сильно мне понравился матч. Не понравился, запомнился. Норвегия играла с Бразилией, они выиграли тогда. Тур Андерфлот забил 2 гола, по-моему. Тур Андерфлот, помню. 98 год, 2-1 они Бразилию выиграли. Я не помню этот матч. А ну загугли кто-нибудь. 98-й, Норвегия, Бразилия, кто выиграл, да. Просто я его хорошо помню, там Роналдо играл, и такой думаю... Кому они проигрывают? Кому они проиграли? Если нет, тогда была Шотландия, Бразилия, Марокко, Норвегия. В группе, да? В группе, да. Тур Андерфло, да, помню, высокий был такой. Сейчас. Кто выиграл? Да, было. Кто выиграл? Норвегия выиграл, да. Да, выиграли. Такой, знаешь, я болел за Бразилию, и Норвегия, что за Норвегия, думаю. Забил тогда? Сколько забил? Он 1 забил. 2-1, да? Второй гол? Он первый гол забил. Первый, да? Я просто помню, что он забил. Тогда другой кто? Бебетто забил? У бразильцев Бебетто забил, да. Да, этот матч тоже у меня так, я хорошо помню. Потом помню, я в прямом эфире смотрел полуфинал чемпионата Европы. Мне 8 лет было. У нас еще дома тогда телевизора не было. Мы смотрели у отца друга. Германия, Чехословакия. Или Чехия, или Чехословакия. Тогда, по-моему, Чехословакия была. Забил, на замену вышел Оливер Бирхов. Да. Головой и так левой ногой от защитника она зашла, от вратаря она зашла. Бирхов 2-1, по-моему, выиграл. Уже Чехия, да. Чехия. Да, уже Чехия была. Поборский. Да. Поборский играл. Шмицер, да, точно. Поборский, в Ливерпуле Шмицер, был. Бергер, да? Да. Патрик Бергер, да, с длинными волосами, да, 7-й номер, по-моему. Этот матч я помню, когда немцы вышли в финал, и еще в финале выиграли Англию по пенальти. Или нет, Чехия это финал был, по-моему. Да, мне кажется, финал. Это финал был, да. Нет, это был финал. Да. В финале финал, в полуфинале они выбили, как раз Саутгейт не забил. Пенальти. 96-й год. Я просто
моментами помню. Да, 96-й. В 96-м? Я вот не помню еще Оно 96-й. чекни. Не, финал был Чехия. Да. Финал. А полуфинал был Англия, Англия, Германия у себя дома. Англичане не забили, Саутгейт пенальти не забил. Я помню вот 98-го чемпионата мира только, потому что мне в 96-м 6 было, я еще так... 94-й чемпионат мира очень смутно помню, где-то мне 6 лет, даже ни один матч не смотрел. Там Баджо промазал, Ромарио, Да, вот да. этот момент я помню. Но в матче не смотрел. Не, Слишком молодой я был. 96-й даже 6 не лет. смотрел. Но я смутно помню вот эти разговоры, потому что у нас все смотрели. Ну, не все, но вот круг отца, Да. они ездили, смотрели там, потому что дома не было телевизора. Телевизора. И потом я вспомнил бы еще один матч, знаешь какой? 2002. Как они засудили итальянцев с этими, с корейцами. Красную дали им. У них такой золотой состав был. А подожди, а корейцы вообще тогда они какие? Четвертые стали, да, по-моему? Четвертый, по-моему, они Они в туркам полуфинале проиграли. были, да. Они туркам за третье проиграли, за да? третье проиграли. Да. Они проиграли с той стороны, по-моему, немцам. Да. Немцам. Отсюда Бразилия выбила. Да. Вот этот матч, помню, они могли выиграть чемпионат мира, я считаю. Итальянцы. Итальянцы. У них прям хороший состав был. Ну, через 4 года выиграли. Ну, они и тогда могли выиграть. У них реально золотой состав был. Красную дали им. Там такой чуть-чуть. Судья очень сильно борщил. Я смотрел, прям Хидинг болел. был же тренер у Кореи как раз. Да. Вот я сильно болел. Я не знаю, почему. Я вот хотел, чтобы итальянцы. Потом я бы вспомнил матч 2008 года. Я был в Москве здесь. На Лиге чемпионате чемпионов? России по Панкратиону я должен был выступать. Ага. Нет, я выступил. И на следующий день был финал. Я еще хотел зайти, вот, чисто по Махачкалински, найти билеты и так далее, но я никак не смог на финал попасть. Вот когда Криштиану выиграл. Да. По пенальти учился. Да. Тогда я... Вот этот матч мне запомнился тем, что я так и не попал. Ну, по идее, если так... этим, как хороший конец этих сериалов же бывает, это Да. турецких. По идее, я должен был быть на этом, да, но не попал. Я пытался. У меня даже был на площади фотка, у меня была с английскими болельщиками на Красной А площади. ты за кого бы болел? За Манчестер? За Юнайтед? За Юнайтед. Я тогда за Юнайтед болел. Ну, в этом финале я за Юнайтед. А вообще, в принципе, за Реал, да, как бы получается? взял. Ты знаешь, я после этого, какой радостному, когда они Криштиану купили в 9-м. Они выиграли, он, по-моему, еще сезон в Манчестере остался. В 8-м, да. Он еще год сыграл, по-моему. Остался, да, но в 9-м потом, перешел. когда он в Реал перешел. Потом я бы отметил бы еще один, когда Рамос забил. Атлетика? 14-й. 14-й, да. 14-й, когда он Головой забил, просто да. Это сумасшествие. Я еще думал, не может быть. Я про себя думал, Там не последний может угловой быть. же был, да, Не последние может, секунды. что он забьет. По-моему, Модрич подавал. Я просто... Модрич подавал угловые, точно. Да, я думал, не может быть, что он забьет. Там, мне кажется, И Ди Мария- думал, не Ди Мария может, Модрич подавал. чтобы они проиграли. Это же финал был. Финал, да. Он забил дополнительное. Да, они- и потом 4-1 Да. они выиграли. Этот матч помню. Потом надо отметить... Ну, Милан-Ливерпуль нельзя не отметить, нет? Милан-Ливерпуль я смотрел в Махачкале на большом стадионе на городском пляжу. Я тогда болел за Ливерпуль. Спасибо. Я еще думаю, 3-0 они выигрывают, мы еще пошли Да, так с друзьями, а у меня друзья не так уж не футбольные, давай, пойдем отсюда. А там еще такая там тусовка, там толпа, там люди, там Квасгас? кушать можно Да. было. Там, и у них там свои темы, Да. свои движения там. А я футбол, я говорю, не, 3-0 они вели. 3-0 по первому, да. Они говорят, пойдем отсюда. Я говорю, давай, подождем. А мне тогда прикалывало вот это их. Риси, Хьюки, Риса, да, Джерард, Барош, Шмицер. Вот эта Шмицер толпа. играл, да. Так Знаешь, Шмицер, мне кажется, нет, Шмицер. забил Риса, И Шмицер забил. Шмицер и Джерард. Да. Да. Я еще, давай чуть-чуть, давай, бах, один забили, второй забили, третий забили. Мне вот этот матч тоже надо отметить. Потом... Ежи Дудок потом творил Да. на пенальти. Шева не забил в дополнительное, помнишь? Не, Там пенальти про- не, в дополнительное, когда он отбил, и на добивании он выше ворот пустых ударил. Потом я еще помню этот хороший такой, который мне запомнился матч. Это был матч в 18 году, финал. Я еще полетел туда. Лига чемпионов?
в Киеве, да. А в 18-м кто играл? Когда он Ливерпуль, Реал Ливерпуль. Реалом, когда Салаха Когда сломали. он его сломал. Да. А, точно, он же в чемпионате Да, мира да. там еще играл с Да, этой... последний матч Криштиану Роналду за Реал. Да. Этот матч сильно запомнился. Там такие голы были сумасшедшие. Ну да. Там вот этот Бейл что-то. Бейл, да. Да, потом вратарь. Там парень закончил потом вратарь после этого финала. Да, вот эти матчи. А вот последние 6 лет, да, вот чемпионат мира. А я, кстати, вот после этого чемпионата мира, финала, полетел в январе на матч Манчестер-Арсенал на Эмирейтс. Посмотри, там был матч в январе 23-го года. Арсенал-Манчестер, у Арсенала дома. И Арсенал выиграл там на последних минутах. Это что за атмосфера была на стадионе? Просто этот матч можно сравнить с финалом чемпионата мира. Да? Просто сумасшедшая атмосфера была. Там они забили там на последних минутах 3-2, и там такой матч, такая принципиальность у них, Арсенал-Манчестер. Да. Они прям ненавидят друг друга. Я был сейчас на Эмирейтсе в апреле, на Ньюкасле. Ну так. Не могу сказать, что было атмосферно. Но я все большие матчи всегда... Не знаю, что я пропустил последние 26 лет практически. Все смотришь, да? Да, все смотрю. Все. Евро, мир, Лига чемпионов, Премьер-лигу. В основном Премьер-лигу смотрю. Ну, на втором месте после Премьер-лиги можно Испанскую лигу. Ну, из-за Реала. Да и у меня также. Я думаю, что Англия самая интересная, чтобы смотреть. Да. Испания вторая. Италию слежу. Я за Милан болею просто, к сожалению. Да? Да. Но сейчас Милан не очень. Сейчас они Гонсало Рамоша готовят, рекордный трансфер 70 миллионов из ПСЖ. Вроде как. И что, как тебе? Он? Мне в Бенфике он очень нравился, а вот сейчас смотрю в ПСЖ... 70 миллионов за него я бы не отдал бы. Ну, а кого взять? За 70 ты понятного нападающего и не возьмешь сейчас. Думаешь? Ну, а кого взять, кто гарантированно будет тебя забивать в Милане? Ну, звезда по-любому нужна. Ну да, я говорю, кого за 70 взять, кто точно будет забивать? У Альвара стоит дороже, Холланда невозможно. Кого? Да. Мбаппе и в Милан не перейдут. Ну вот, да, я и говорю, Златана возвращают только. Ну, лет 20 назад все хотели в Милан. Да. Бабки там все. В серии А были самые большие контракты, да? Да, все хотели в Милан. Сейчас, конечно, поменялось все. Они в последнем туре в Лигу чемпионов не попали. Да, я знаю. Ну, там же Кома же зашло. Да, Кома на 4-м. Но там боролись 4 команды. Ювентус, Рома, Кома и Милан. Вот если обсуждать именно вот этот момент, концовочку мы обсудим, вот тренера, которые достигают успеха, такие как Сеск, Хаби Алонсо, вот как они спешат, вот как ты поспешил с Фейнорда в Динамо 20 лет, я бы, как они, не поспешил бы. Если ты в какой-то команде один год стрельнул, сразу в большую команду идешь. Если ты там, ты уже попадаешь в пропасть, из которой ты очень тяжело выходишь. Ну, вот как Хаби Алонсо. Самый желанный тренер после всех команд он был. Ну, как можно было в Реал перейти? Я не знаю. Ну, там, где ты не решаешь все. Да. Ты не можешь там все решить. Ему надо было в Ливерпуле идти. Да, ему чуть-чуть, очень много ребят таких, я смотрю, они делают ошибки. Мое мнение, это ошибка. Почему? Потому что, когда у тебя есть возможность, и тебя хотят, нужно по контракту себя застраховать. Потому что в Реале ты никогда не поймешь, невозможно в Реале застраховать, коснуться. конечно. Ну, как Хаби Алонсо переходит туда, там, где столько звезд, и ты не можешь принять решение. Да. Это сейчас то же самое у Сеска. Он сейчас, если он уйдет в какой-нибудь большой клуб, и он там, если провалится, он провалится не потому, что он не не хороший тренер. Авторитета еще нету тренерского. Просто ему не дадут это, знаешь, как... Да, выстроить свою команду, дирижировать. Одну палку дадут, а тебе же нужно 2 палки. Так что один пряник, один кнут. Тебе дадут кнут, а пряника нету, а кнут не работает на звезд. Если тебе обе палки дадут, да, ты мог бы туда выйти там и... Хаби Алонсо вообще, мне кажется, не для Реала тренер. Челси же он перешел. Пока еще вроде нет. Я думаю, да? Почти но этого Мореско уже назначили в Сити вроде. Это у нас, знаешь, как говорят, с дождя соскочил, говорит, и этот, который... Леневка же бывает, весь дождь собирается, и там уже речка течет. Да. С дождя соскочил, говорит, и под нее попал. Это то же самое с Реала отскочить и в Челси, там, где он вообще сейчас утонет. Мне кажется, что ему Ливерпуль просто надо было идти тогда, когда были. Ему же предлагали, по-моему, перед слотом. Не, он еще тогда не был готов.
Для тренера 40 лет это вообще ничего. Ну Сколько да. им? 45, 43? Ему надо чуть-чуть А ты подождать. Ты не видел, извини, перебью статью, что сейчас как будто бы оказался... Ну, помнишь, во время сезона, когда там какие-то конфликты якобы пошли, говорили, что там Мбаппе, типа, или Винисиус недоволен, что его там меняют, что Мбаппе недоволен, Арбело, какие-то драки. А сейчас вышла статья, что, оказывается, там всю воду мутит Вальверде. И сейчас вот его сейчас заменили, он же поругался с этим, с Бьелсой. Майкой закрыл рот, что-то там высказывал, недовольный, короче, не пожал руку, вот когда Уругвай последний матч в группе сейчас был. И вышла статья, что, оказывается, с Чуамини там вот он подрался во время сезона, было же. Сейчас Бьелся он недоволен, типа просит убрать. Оказывается, что заварушки вот эти, все там с Рабело, тоже Вальверде воду мутил, Хаби Алонсо он сбагрил, короче, еще и Вальверде там все. Я, брат, эту историю слишком хорошо знаю, может, это неправильно будет, если я расскажу. Но есть доля истины в этой информации? Я просто слишком хорошо знаю информацию. Хорошо, Да, ладно. да, да. Просто, Ты думаешь, Реал Мадрид нас посмотрит? Я думаю... Флорентино. Я думаю, что посмотрят. Если вы вот сюда Реал Мадрид плашку сделаем? Субтитры английские поставите, там посмотрят 100%. Добавим. Ну, игроки посмотрят, и потом они могут, если я сейчас информацию дам, и они там... Понятно, да. Могут просто там кнопку нажал, и бах, перекинул информацию, смотри, что он рассказывает. Но одно ясно, что там между собой большой Не конфликт. очень хорошие отношения. Да, большой конфликт. Для этого нужен человек, авторитетный человек, который там будет это все... Ну, Жозе справится, как думаешь? Не знаю. Мне кажется, может. Ну, там их же не нужно учить. Нет, конечно. Поэтому я говорю, что мне кажется, он может Тактика справиться. там не работает. Там нужно коллектив объединить. Там вообще не надо им ничего рассказывать. Они лучше тебя все знают. Да, и это такой сложный вопрос. 50/50. Ну, я, конечно, хотел бы, чтобы в следующем году Реал и состав позволяет, и тренер позволяет, и деньги, и позиция, и стадион, все позволяет. Ну, последние, 2 года? 2 года. 2 года, да. 2 года не конкурентно даже, если честно. Ну, то есть, знаешь, там не борьба до последнего тура, грубо говоря. Да. Я бы сейчас тебе столько всего сказал, но просто не хочу. У нас на городском пляжу было раньше... Сейчас, по-моему, там пишут, раньше это микрофон. За буйки не заплывать. Да. Там такие буйки. Да. Заплывать не хочу, да. Потом. Может, как-нибудь другой раз мы что-то без камер. Да. Хабиб, расскажи тогда, ты упомянул тренера, расскажи, может быть, топ-3 тренера, на твой взгляд, в мире сейчас? Ну, давай сейчас, давай сейчас. В данный момент 100% Луис Энрике на первом месте. Объективно. Просто я знаю то, как он поставил команду, то, как он общается с руководством, какие у него полномочия и как он с этим справляется. На самом деле Луис Энрике way better. Но это видно, как он объединил ребят, и как они все друг за друга бьются, и за команду. Да, и вообще сам коллектив тоже. Да, я говорю, что именно как они между собой взаимодействуют. Просто его взять в Реал кинуть, это не однозначно. Это не говорит о том, что он там может справиться. Может справиться, может нет. А вот здесь он же не просто он пришел, он эту команду создал. Да. Но он сейчас не тренирует Клоп. Он очень интересный. Мне он сильно нравится тоже. Он не тренирует, можно его убрать. Луис Энрике на первом. Артета сильно нравится. Потому что он реально очень харизматичный, интересный, энергия. Потом у много у кого учился, сам был топ-игрок. Я думаю, что у Артеты очень много чего есть давать. И на третьем месте, я думаю, Компанье. Гвардиола нет. Но его же нету. Гвардиола 100%. Гвардиола, я бы его поставил бы на 4-м месте в данный момент. Но если all time, конечно, Гвардиола там с любым поборется за первое место. Просто столько титулов, по-моему, ни у кого нет. Ну да. Ну и плюс все команды, то есть в разных чемпионатах он свой футбол проповедовал. Да. Гвардиола очень близок. Гвардиола и Анчелотти можно на первое место. Анчелотти тоже ты куда уберешь? Куда его уберешь? Тогда топ-5 у нас получается. Вот Гвардиола и Анчелотти. Не. All time они вдвоем, а в данный момент из действующих. Потому что если вот так смотреть, последние эти 15 лет, он уже свое выполнил, как бы, да? Ну да. Гвардиола. Его не будем туда ставить. На данный момент вот Луис Энрике, Артета и Компанье. Компанье, да, Бавария хороша. Очень хорошо, очень хорошо. Вот они вот
ПСЖ вот... Я тебе вот скажу, что им просто вот, ну, чуть не повезло, как будто бы. Но я не ожидал, ну это футбол, кто-то же должен мог пройти. Сейчас Бавария прошла бы, мы точно так же вспоминали бы ПСЖ вместе с Луисом Энрике. И по-любому вся прелесть в том, что столько хороших и один чемпион. Да. Это же без вот этих столько хороших, этот один чемпион столько так ярко не сверкал бы. Согласен. Потому полностью. что нужен риск, а у них был большой риск. Ну, да. Они любой мог проиграть. Ну, тогда и футболистов не могу не спросить. 5 твоих самых любимых футболистов вообще за всю историю. Роналдо, Зидан. Роналдо, Зубастик. Да, Зубастик, Роналдо, Зидан, Криштиану Роналдо. 3. Любимых или лучших? Любимых, ну, да? твоих именно. Роналдо, Зидан, Криштиану. Арсен Акаев. Будун, да, Арсен Акаев. Так, на 4 месте, наверное, Златан. Просто... Не, Златан сколько топ голов вообще. он забивал. Не, да. Златан топ. Златана можно на 4 место. Реально, сколько он там должен быть. И... Давай кого-нибудь такого, знаешь, как... Неочевидного? Да. Чтобы ты сказал, вау. Я думаю, что... Пьер Мертезакер. В Реале играл, кстати. Метцельдер, да? Да. Или кто там был? Вудгейт? Вудгейт был еще, да. А помнишь, был этот Грависон еще в Реале? Да. Ну, давай я скажу. Давай с английской премьер-лиги. Мне очень сильно нравился Руд ван Нистелрой. Прямо вот я радовался, когда он перешел в Реал. Прямо вот... Не, ну он бомбардир прям. Просто вот тоже человек, да, сменил климат, город, и тоже не так ярко был. И вот ему тоже надо было от него ходить, остаться в Манчестере и вот до конца. Когда Реал предлагает, Потому невозможно, мне кажется, отказать. Потому что, прикинь, он же сколько рекордов ставил. Да. Он же вообще он на линию, как внутри штрафной, вратарской, он был номер 1. Да. Не, я говорю, он как бомбардир, как девятка топ. Прирожденный. У него реализация вообще невероятная какая-то, он все забивал. Руд ван Нистелрой. Это просто... А сейчас я бы поставил лучшими для меня, кто является, это Витинья, на первом Хвича. Потом я поставил бы, наверное, все-таки, если лучшими считать, это Бапе, Ямаль. Витинья, Хвича, Бапе, Ямаль. Да, 100% Дембеле. Да, Дембеле? Вот это топ-5 сейчас, на самом деле. На 6 месте в данный момент идет Холланд. А ты прикинь, если он 2 игры вот сейчас аккуратно уберет, этих потом и бразильцев, это он как залетит. Ну да. Просто любая команда, которая против Бразилии сыграет, он сильно, потому что 90% людей, которые смотрят футбол, ожидают, они не разбираются. Да. У всех же Бразилия. Да. А если, прикинь, Радбах, как Норвегия в 98-м, сейчас через там 28 лет, заходит и убирает Бразилию, а вполне возможно. Да, и Холланд там забьет, ошибется там защитник 2 раза, не ту позицию выберет, он же сразу хоронит. У него же пленных не бывает, он сходу расстреливает. Он зверь вообще просто. Если он против Бразилии засверкает, я уверен. В Реал идет? Не, у него же контракт же на 9 лет. А у него нету разве выкупа? У него есть там большой выкуп. Если не ошибаюсь, там очень большой выкуп. Там 500, что ли. Сколько там у него в контракте было. Там отступных. Ну, для Реала же монета гуляет, бабки не проблема. Не, 500 ты сегодня не заплатишь. Не, Реал вообще ни за кого не платит. Давай вернемся к этому. Как ты умудрился вообще Реалу забить, скажи, да, вот это? Да наоборот, нормально, нет? Еще 2-2 сделал еще. Да. Не, я первый забил. Не, там 2-2 же был? 2-2, да. Да. Такой злой на тебя был. Там Роберто... Такой важный матч был. У меня не мог же другие дни забивать. Сам же не мог забить хоть один, да? Именно против Реала. Там еще такой важный матч же был. Да, ну там, мне кажется, тоже чемпионство борьба была еще такое. Да, важный матч был. Они там потеряли. Зизу тренер был, да. Случайно было, честно сказать? Нет, там вроде по делу. Ты еще побежал, там 1-1 же был, или там... Не, 1-0, там как раз, это первый гол был Вара. Сзади тебя были защитники, по-моему. Я 1-1 вышел. 1-1 вышел, да. Там еще Вар смотрели, офсайд или нет. Там Рамос сразу. Ему впадло бежать было назад, он сразу вне игры, типа. И что? Засчитали, не было вне игры. Потом Барса забил. Не, сперва, по-моему, Барса забил. Не, Реалу. Реалу, потом Барса, Реалу, да? там, знаешь, как получилось? У меня мама была на матче.
И просили у Роберто Карлоса билеты там, и он в ложу какую-то нормальную сделал через агента, через Германа. И он потом Герману пишет, типа, я больше ему билеты не сделаю, типа, да, там все из Реала, он нам забивает, говорит, все, больше не просите билеты. Честно говоря, было обидно. Да, нормально. Было обидно. Не-не, я все смотрю. Когда я смотрю, кто Реалу забивает, я... Сразу в блэк-лист? Да, у меня блэк-листы. Кессе тоже у меня блэк-листы. Ну, когда выйдет? Ну, опаздывать нельзя, ты что? Выйдет 14-го, я думаю. 14 чего? Июля. Это мир закончится, ты что? 19-го. Как раз выйдет под полуфиналы. Точно? Конечно. Кто отвечает за это? Ну, Нет, ты сейчас уйдешь, поедешь, будешь у себя там купаться там мы уже... по всему миру. Ты скажи, кто работает? Ты же не работаешь. Паша. А братский Федя. Серьезно, вон Паша отвечает. Ты сейчас не строй из себя такого раба, как будто ты будешь сидеть монтировать. Ну, не буду. Кто здесь отвечает? Я отвечаю. Вон, Даша будет еще. Вы или ты? Паша. Ты один и вы один, да? Ну, кто отвечает? По очереди. After what happened with my father, when UFC called me about Justin, I talked with my father, my mother, 3 days. She don't wanna I go fight without father, but I promise her it's gonna be my last fight. And if I give my word, I have to follow this. Welcome to Small Talk.